Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Прямо сейчас у нас прямой эфир, каждый понедельник. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ох, какой у нас сегодня насыщенный понедельник. Зеленский едет в Брюссель, уже сообщил, что доехал в Брюссель. В общем, расширенная коалиция желающих, посиделки в Лондоне. Просто что-то несусветно важное происходит, и заявление. Кстати, такое впервые, мы не наблюдали за Зеленским этого, что, в общем, он по дороге в чате с журналистами пресс-центра ОПУ прям голосовыми отвечает на вопросы. Те ему пишут, а он им голосовые. Представляете, куда техника дошла? Лично Зеленский. Ух. В общем, будем сегодня все это обсуждать. И, конечно, не обойдется без кукол Вуду у новых вероятных претендентов на пост главы офиса этого Зеленского. Самого что ни на есть. Два слова о формате. Все очень просто. Максимальное общение с вами. Вопросы оставляйте заблаговременно в клубе зрителей Шелеста или в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи. Это традиционные форматы. Также, если хотите поддержать и вопрос направить, это QR-код, который возле меня. Это возможность и поддержать канал, и вопрос задать. Спасибо всем за суперчаты, суперстикеры и вообще подпишитесь и поставьте лайк. QR-код возле Алексея Николаевича – это его школа коммуникации и мышления. В общем, переходите, интересуйтесь новыми модулями и семинарами. Начнем наше общение непосредственно с вами в чате трансляции. Дойдет ли до катастрофы фронта? Вот такой простой, незамысловатый вопрос. Варианты. Нет. В последний момент все уступят. То есть, когда будет подпекать уже серьезно, сразу быстренько уступки подписывать, лишь бы все остановить. Уже дошло, просто делают вид, что ничего не происходит. Да, тогда война и закончится. Вот будет катастрофа, и войну закончат. На этой катастрофе, и, в общем-то, все. Или еще есть такой вариант, что все идет по некоему сценарию, по плану, тихой сапой. В общем, голосуйте, друзья. Я предлагаю с этого вопроса начать, потому что эти все хитросплетения геополитические мы, конечно, сегодня обсудим. И план Трампа, и видение Трампа, и заряд потужности от Зеленского. Что на фронте? И будет ли эта катастрофа знамением? Как вы трактуете вопрос и какой бы вариант выбрали? Вы меня спрашиваете? Да, Алексей Николаевич, именно. Мне нужен критерий, что считать катастрофой. Давайте поразмышляем. Давайте. Катастрофа – это, например, давайте я буду накидывать военные варианты. Да. Провал бригадного района обороны целиком. Бригада разбежалась, не удержала и так далее. И россияне зашли в дырку на фронте шириной российские войска 15-20 километров. Это катастрофа? Вполне себе. Это локальная катастрофа оперативного уровня. 1000 с лишним километров фронта, 20 километров провала. Бывает, да, вопрос. Хорошо. Оперативный прорыв шириной 50 километров, в глубину 70. Катастрофа? Это новые области, новые территории. Оперативно-тактический, вернее. Оперативный прорыв 200 километров в ширину, 250 в глубину. Это норма армейской операции в советское время. Да, нет. Я просто жду следующий. Падение крупного города, Запорожье, например, катастрофа? При том, что Харьков удерживается там и прочее. Конечно. Катастрофа. Хорошо. То есть, вы считаете, катастрофой – это оперативный прорыв в идеале или падение крупного города. Например, захват Краматорска и Славянска одновременно. Правильно? Угу. Это катастрофа. Окей. Это гарантировано практически. То есть, все знают, что не просто это возможно, будет. А это гарантированно, да. Практически гарантированно. Все в курсе, что так будет, но продолжают... Нет, далеко не все. Далеко не все. Более того, только паникеры так думают. А настоящие волевые мужчины и женщины, они считают, что не сегодня-завтра погоним супостата поганой метлой в обратном направлении. Помните, как Штирлиц радистку это обрабатывал? Когда мы стояли у Москвы, немецкие войска стояли у Москвы, говорят, вы верили, что мы окажемся в Берлине. Сейчас, говорит, мы тоже верим. Хотя ваши войска стоят у ворот Берлина, мы верим, что мы окажемся у Москвы. Все четенько. Трусов и паникеров расстреливать. Все просто понятно. Сегодня произошло удивительное. Источники «Украинской правды» и источники Суспільного
со ссылкой, конечно, на свои какие-то ну, вот, определенные э, данные, сообщили, что из кармана Мирноградского, да, вот этого кармана, который между Покровском и Мирноградом, провели ВСУ маневр и вывели войска, чтобы уберечь личный состав. Официально эта информация мало, ну, нигде не подтверждалась, только со ссылкой на источники. Соответственно, цели и задачи выровнять линии фронта. Хорошо, если эта информация подтверждается, то, собственно, что мы имеем, какие итоги вот этой бойни за Покровск и Мирноград, и почему Сырский, ну, я понимаю почему, потому что день ВСУ был 6 числа, ну, прям потужное интервью за интервью, заявление за заявлениями слал, а тут вот такое с понедельника. Давайте обратимся к каналам. Целью обороны является приведение войск наступающей стороны в положение, когда они не могут наступать. Это единственная цель обороны. Это осуществляется нанесением ему поражения на всю глубину оперативного построения в идеале. И что? И удержанием отдельных районов рубежей. Вот. Районы у рубежей нужно удерживать только в том случае, там и тогда, когда выполняется первая задача – нанесение эффективного поражения. Это правило было нарушено по политическим причинам офисом Зеленского в 2023 году. С 23 лета 23 года примерно возникла установка держать фронт, удерживать линию фронта. Она и погубила наши войска и всю эту войну. Это была фундаментальная, колоссальная ошибка. Потому что еще в 22-м мы не старались удерживать районы рубежи. Там, где мы что? Не наносили эффективного поражения противнику. Все очень просто. Если вы сохранили армию, а противник ее потерял, то вы заберете обратно районы рубежи. Если армия уничтожена, то хоть, я не знаю, хоть вы удержали все рубежи, он просто войдет туда без единого выстрела и заберет все, что хочет. Это сумело навязать через систему политической пропаганды, через систему политического воздействия, игры на международном поле, информационном поле, сумело навязать обществу и руководству Украины, точнее сначала руководству, а потом обществу или диалектические темы другим, это правило войны. Российская армия и получила идеальную ситуацию. Украинские войска всегда прикованы к одному и тому же месту, где лупи их как хочешь. Простыми словами, офис поставил своим решением силы обороны в Украине в положение котлеты, которое российское командование крутит на блюде и решает, где ее разрезать и как. И то, что из кармана в этой котлеты иногда успевают выскочить войска, от этого нам не холодно и не жарко. Катастрофа как бы обозначена, она практически неминуема на фронте. Вот смотрите, сразу берем политическую линзу и смотрим через политическую линзу. Вот сейчас Зеленский выходит и говорит, эту меру мне привез план, никак не можем договориться по территориальному вопросу. Нет у нас ни морального, ни политического, ни международного права уходить из Донецкой области. А вот задается вопрос, а что есть ныне Донецкая область? Сколько от нее осталось? Процентов 35. Процентов 35 и практически насквозь простреливаются уже дальними FPV. Я уже не говорю про фабы, кабы, там и перекабы, и артиллерии, все остальное. То есть это уже не место для проживания граждан. Краматорск и Славянск ежедневно под ударами. Сегодня в центре Краматорска летал FPV, там радостно выбирал себе цель. Народ эвакуируется массово. То есть он уже не является жилым местом Донбасса. Это место, где нельзя жить. Это место, где нельзя обеспечивать производство. Это поле боя. Теперь вопрос, что мы удерживаем и ради чего? Если мы продолжаем войну, ради какой цели? Донецк, остаток Донецкой и Донецкой области превращен в полосу обеспечения. То есть, это зона красивых развалин, где можно хорошо сдерживать противника. Окей, нам говорят, чтобы не сдерживать его где? В Полтавской и Днепропетровской. Но в Днепропетровской он уже. А теперь возникает вопрос, ну хорошо, вот представьте себе невероятное. Мы взяли и отдали. Поймали Россию за язык. Отдали Донецкую область, так как они просили. Вывели войска и все, заходите. Они зашли. Мы стали по границам Донецкой области. Накопали укрепления и стоим. Линия разграничения. Россияне говорят, а мы, знаете, наступаем дальше. И мы говорим, ой, смотрите, как неприятно. Уважаемые американские партнеры, дорогой Трамп, посмотрите, Си Цзиньпинь, Моди и вообще все честное человечество. Договор заключался в том, что мы выводим войска из Донецкой области. Мы вывели, они продолжают наступать. Россия не соблюдает условия мирного. Это мы же вам говорили. Сколько раз мы вам это говорили. Что они не выполняют. И все начинают задавать Путину вопрос. Владимир Владимирович, а как так? Вот они выполнили полностью соглашение, это как оно написано. А вы что?
Он скажет, а вы нацифицировались, недомилитаризировались и так далее, и прочее, прочее. И поэтому я, и так далее, и так далее. Но территориально это условие выполнили? Выполнили. Что же вам еще надо? Если это ключевой пункт. Поэтому наши можновладцы не умеют играть в эти игры. Им надо было ловить за язык. Максимально накачивать статус этой самой территории, потом ее уступать и говорить, ну все. Если к этому сводится вопрос, хорошо, мы выводим войска из Донецкой области. А что там держать? Все, Погодите, ну нам же люди все... жить не могут, да, люди жить не могут, производство не работает. Что еще? Все нам говорят, если отдать такой приказ, кто-то придет и снесет Зеленского. Кто? Радикалы, националисты, мол, это подписать себе Зеленский смертный действующий приговор. президент Украины. Ты просто раздаешь команду всем своим спецслужбам и своей армии, и нет радикалов в течение 3 дней боев. А может быть быстрее. В чем проблема? Посмотрите на Шарля нашего де Голля. Он сначала пришел к власти, сказав, что я не отдам Алжир, и все радостно были за него. Потом повоевали, он понял, что Алжир надо отдавать. И отдал приказ выходить войскам. И взбунтовался самые, что ни на есть, боеспособные части. Иностранный его, мать, понимаешь, легион. 2-й парашютный полк, и 1-й парашютный полк, и все настольные полки. Их расстреляли, окружили, да и все. На этом все закончилось. Ну, была организация ААС, которая там еще 26 покушений сделала на де Голля. Но это же военные, они промахнулись. Понимаете, да? Все. И их задавили спецслужбы де Голля. Вот так решают дела государственный деятель. Кто эти радикалы? Кто эти страшные радикалы? Которые пришли и снесли законно избранного президента целой большой 40-миллионной страны, у которого в подчинении 1 миллион войска и куча спецслужб. В чем проблема? Ну, что, радикалы, выходим строиться, как бы, да. И Вопрос все. в том, насколько они Да. Можно подчиняются. авиацией, можно тяжелой артиллерией, можете чем хотите. Нет радикалов. Можете по домам их отстрелять, по дороге к радикальным действиям, да, или на радикальные митинги. В чем проблема? В военное время военный бунт против законного руководства страны, против его политических решений. Какие радикалы? О чем вы говорите? Стой, стрелять буду, стою, стреляю, все. А теперь возникает вопрос. А что, он не уверен в лояльности армии? Спецслужб? А тогда возникает вопрос к нему как к главному командующему. Главнокомандующему. А что так? Как это? 4-й год войны, ты такой президент. Как говорит Костенко, памятники на каждом этом самом должны стоять. И ты не уверен, что они выполнят приказ по защите тебя от радикальных элементов, которые не выполняют законных приказов Верховного Главнокомандующего? Это как? Да чего ж ты доцаревался? Вот он сидит и спрашивает себя, они там в офисе совещаются. А что, если мы вот как бы... А они говорят, нет, нас радикалы снесут. Уже, ну хорошо, радикалов наберется 20 тысяч, там, например, готовы с оружием выступить. Против них миллионная армия. Ну хорошо, со спецслужбами, там совсем не миллионная, дезертира взяли с СЗЧшников полумиллионная армия. Какое вам нужно соотношение? 1 к 25. Что еще? Алексей Николаевич, вы... А знаете, почему они этого не делают? Они не радикалов боятся на данном этапе. Они их побаиваются всего лишь. Они хотят переизбраться. После Миндича... Да, и дальше продолжать пилить Миндича, понимаете. У них же пословица, знаете, какая ходит? Как это? Чеши бобра, пока линяет. Ну, вот они хотят чесать этого украинского бобра столько, сколько он линяет. Сидим с бобром за столом вдвоем. Да, хотят линять, чесать этого бобра, пока он линяет. Вот и все, что их волнует. И Зеленский на полном серьезе, его окружение верит в то, что он переизберется. Так или иначе, в виде какой-то политической силы, там где-то что-то пронзит пространство и время, мыслью и снова станет президентом. Ну, не сейчас, но через срок. Сейчас преемник какой-то побудет, наш украинский Медведев, а потом снова Зеленский. Они реально в это верят, вы не представляете. И все их действия продиктованы вот этой необходимостью переизбраться, желанием переизбраться. Поговорим сейчас о фигуре там, офиса президента, руководителя, где Ермак, что с ним не так. Но все-таки
уделим время международным заявлениям Зеленского и его поездкам. Значит, Зеленский, ну, в этом чатике, да, говорит, что не вижу, чтобы Китаю было выгодно завершение войны в Украине. В общем, цитируют его издание с этого голосового сообщения. И, в общем, невыгодно слабая Россия или проигравшая Россия Китаю. И из-за этого пострадает и страдает украинский народ. Китаю невыгодна слабая Россия, из-за этого страдает украинский народ. Школа мышления и коммуникации Алексея Арестовича. Нет, это школа мышления и коммуникации квартала 95 города-героя. Нет, Кривой Рог. я хотел напомнить, просто чтобы разбираться в этом. Туда можно сходить, да? Да, чтобы немножко как бы понять. Спасибо, Саша. Переварить, я в этом смысле. Потому что, в общем, Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идет продолжение войны. То есть... Криворожская школа геополитики, Саша. Давайте Китай виноват, что война продолжается. Коварный, подлый Китай. Вы понимаете, что он заявил на весь белый свет? Во всех бедах Украины виноват Китай и российское ПСО. Вот так вот оно, понимаете? Вот. А сами мы ни в чем не виноваты. Мы развили военную промышленность, мы как бы выполняем Конституцию, мы мотивировали граждан воевать, построили такое общество, что граждане рвутся в военкоматы, чтобы его защищать, как бы, да, потому что нигде такого классного общества не найдешь в мире. У нас не то ежемесячно прибегает 20-30 тысяч человек в армию, а за год 300 тысяч уже сверху. То есть все 100% должности заполнены, еще 300 тысяч сверху. У нас ФОПы жируют так, что не знают, куда отдавать деньги. Уже на армию все отдали, а деньги все прибывают и прибывают. У нас в детских садах не булят русскоязычных детей, или, скажем так, наших детей. Да, у нас все украинцы ломятся через границу, пограничники сдерживают их, не пускают. Говорят, поживите в Европе. Ну что же вы творите-то, ироды? Но эти миллионы ломятся в обратную сторону, чтобы броситься на защиту Украины. Но вот так у нас дела обстоят. И только Китай и российское ПСО все это перепортили. Просто вот среди всех прочих этих заявлений Зеленского, вот это конкретно может иметь очень серьезные последствия. Ну, не сумасшедшая. Смотрите, Украина упустила отношения с глобальным югом в угоду даже не Соединенным Штатам, и даже не Европе, и даже не Британии, а всего лишь нескольким людям в окружении Байдена или в логике там вот левых глобалистов, Байден, Клинтон и Обама, вот это Клин и сознательно пресекала выстраивать наши отношения с глобальным югом и потеряла там все. Глобальный юг – единственный серьезный инструмент, второй, вернее, кроме Запада, кроме США, который может подействовать на позицию России всерьез. Мы назначили в Китай посла, который не знает китайского языка, который там ничего не делает, сидит бизнес-темы какие-то отрабатывает, там, это максимум и так далее. Китайцы восприняли это как оскорбление прямое. У нас Данилов оскорблял китайского посланника. Понимаете, да? А в Китае, на Востоке это читается однозначно. Посланника обидели хозяина. И так далее. Где отношения с Индией? Где отношения с Африкой? Где отношения с Южной Америкой? Ни черта ничего нет. Сейчас Зеленскому не в Брюссель надо ездить, а срочно ехать по глобальному югу. Правда, уже поздновато, но хоть как-то пытаться скорректировать позицию, объяснить, донести и так далее, и так далее. Но Путин ездит в Индию, Макрон ездит в Китай, Мерс ездит в Китай. Мы слишком великие, слишком славные для того, чтобы общаться с глобальным югом. Мы упустили там все. А это было одно из ключевых решений, которое принял Путин в 2022 году. Мобилизация и что? И налаживание отношений с глобальным югом. И именно поэтому они закончились саммитом в Казани и Си Цзиньпинем на параде в Москве. Потому что в 2022 году Путин был в изоляции. Россия потратила огромное количество невероятных усилий для того, чтобы выстроить отношения с глобальным югом. Напоминаю, что после вторжения от них и глобальный юг отвернулся. От них вообще все отвернулись. И они, агрессор, сумели выстроить отношения с глобальным югом, вернуть их. Так еще поставили его полностью на свою сторону, почти в противостоянии с Западом. А мы, жертвы агрессии, за которым была вся моральная международная правота, не сумели этого сделать. Не сумели. Хотя проще всего было связать Тайвань и Крым, например, да, символически и так далее. И много чего прочего. Вот. Мы до сих пор голосуем. Да что глобальный юг? Мы с Россией и Украиной единственное государство, которое голосует синхронно против Израиля. Вон всегда. Это к вопросу о качестве нашей дипломатии. Поэтому напоминаю, что Путин в 2022 году, когда у них провалился первый план кампании, принял 5-6 стратегических решений, которые изменили постепенно все в его пользу. Мы не приняли ни одного, прописью ни одного.
Как вы хотите. Я говорил с января 23 года. У этих людей, они хорошие парни. Просто они очень много воруют. И второе, это за пределами их компетенции. Вот сумма задач, которые на них обрушились, за пределами их компетенции. Они просто не понимают и не умеют с этим обращаться. Вот и все, что произошло. И ждать от них ничего не следует. Они не научились за 4 года. Они не поняли, про что и как идет речь. При всех недостатках России у них там какая-то школа дипломатии, понимания, все пятое. Им хватило ума все это сделать. А нашим нет. До Зеленский, сих пор, смотрите, до сих пор все наше общество, извините, обсуждает, что можно в лате, что говорящие головы обсуждают мертвому припарке. Очень частное решение, которое в нормальной стране, в воюющем государстве принимается по 5 в день. У нас к концу 4 года войны заявляют, что мы в бригады будем поставлять количество людей вот одинаковое и так далее, и так далее. Ой, блин, вот это супер решение, капец, вы что, да, это надо было принять на второй день войны. Это решение и просто перелистнуть и забыть. Потому что это частное мелкое решение. У нас это подается как вершина гения военного. Мы подготовили вам такое решение. Теперь все пойдет иначе. Все пойдет иначе. Зеленский, я бы хотел, чтобы вы и как психолог прокомментировали то, как он выглядел на этой встрече. Значит, сегодняшний в Лондоне. Они приехали, встреча закрытая. О чем там говорили, непонятно. Но их посадили на стульчики, и вот они там сидят и как бы беседуют. Слово держит Макрон, и Зеленский, ну, давайте так, вид имеет достаточно странный. Значит, он, чуть не плача, поджимая губы, ну, во время того, как Макрон там толкает речь, собственно, ничего конкретного Макрон не говорил. Но если так присмотреться, видно, что ему чуть ли не дурно и неплохо. Он, там есть такое выражение, народное выражение, никого не хочу оскорбить, как побитая собака. Ну, то есть, как бы, вот облизывают губы, видите, вот смотрит на него с такой преданностью на друга Эммануэля. В общем, эта встреча так и прошла. Задержался немножко Зеленский, потом они попрощались, в общем, махнули рукой Мерцу и Макрону. Ну, вот, собственно, как бы и все по этой встрече. Из 28 пунктов сказали, будет 20. Будет какая-то решительная встреча коалиции желающих, где Европа и Украина предоставят свой мирный план. А вместе с этим в Америке уже это расценивают как, ну, понятное дело, хамство. И отдельные спикеры говорят, ребята, там мы вписывали вроде какие-то 800 миллионов в Украину на бюджет 26 года. Давайте вычеркивать. Ну, как предложение звучит. Да и вообще, как смеет Зеленский как бы в стороне, за спиной у Трампа, в общем, предлагать что-то свое с европейцами. Как вы оцените эту встречу? И что происходит все-таки с Зеленским? У него как вот качели от потужности до такого обнять и плакать. Давайте контекст посмотрим, потому что понятно все эти мелкие вещи, всегда детали, всегда понятны в контексте. А так, ну, как бы непонятно. Контекст очень простой. В Соединенных Штатах выходит стратегия национальной безопасности, где говорят европейцы, отныне вы сами. Вы нас реально задолбали. Там, я перевожу просто на человеческий язык. Это выглядит так. Вы кучка невменяемых, оторванных, абсолютно отлетевших от реальности товарищей, которые в собственном доме бардак, которые занимаются откровенным самоубийством через миграцию, через сокращение вооруженных сил, сокращение производства, промышленности, энергетики и так далее, через налоговое законодательство. Ну, там выступил глава совета директоров Goldman Sachs, сказал, что вы там убили инвестиционный климат и так далее. Со всех сторон у вас добровольное цивилизационное самоубийство себя обрекли. Вот, товарищи. Поэтому вы сами там занимаетесь, потому что это единственное, что вас может протрезвить, если вообще способно протрезвить. А мы Америка сами. В Европе отказали. Но это фактически развал НАТО. То есть, де-факто то, что произошло. Вот они сейчас предложили Германии Польше купить 250 страйкеров по $1 штука, потому что выводят войска, они даже вывозить их в США не хотят. Забирайте. Сокращение радикальных войск американских в Европе намечено. Второе. Трамп выходит и говорит, вы знаете, я очень разочарован Зеленским.
Он даже не... Я стараюсь, мы тут днем и ночью не спим, ночами не спим, летаем по континентам, договариваемся. Россияне работают, засучив рукава, китайцы работают, все работают, чтобы наступил мир в Украине. А Зеленский даже не прочитал мирный план. Потом был вяленький антикриз со стороны офиса по типу, ну, может же быть прослушка, поэтому Умеров будет лично в ушко шептать. А до этого нельзя. Вот у нас нет закрытых каналов связи, поэтому мы не будем... Позорище, конечно, да? Да, ну это такой антикриз. На самом деле, что такое в политике? Когда президент США говорит «я разочарован», это переводится «смертный приговор». Это политический смертный приговор. Нет, он тысячу раз так говорил про Путина. Нет. А теперь смотрите. Теперь два соединяем. Европейцы – смертный приговор. Зеленский – смертный политический приговор. Два смертных приговора. Вот вам рамка этой встречи. Американцы говорят, вы клоуны долбаные вообще. На вас клейма негде ставить, настолько вы отлетевшие от реальности. Что есть реал-политика, а есть ваши левые в обоих смыслах, политически левые и левые в смысле качества идей, иллюзии о реальности. Мы в этом не участвуем больше, они говорят, все, тема закрыта. Единственное, как перейти из статуса клоунов в нормальных людей, уважаемых, очень просто ответить за слова. Поэтому европейцам и британцам, американцы предложили очень простую штуку. Если вы хотите дальше воевать, если вы хотите поддерживать Украину персонально Зеленского, да бога ради, на здоровье, покажите, как вы это сейчас сделаете. Финансирование и вооружение. И политическое обеспечение. А мы из этой штуки выходим. У нас нет финансирования, мы не поставляем вооружение. И мы что? Скорее всего, прихлопнем разведданные в ближайшее время. Если уже не прихлопнули. Все, пожалуйста, воюйте. Теперь представь себе, всего два варианта. Все очень просто. Европейцы и британцы собрались, сказали, тут так, поскольку Трамп агент Краснов и предал Украину, и вообще весь свободный мир, мы берем на себя всю тяжесть. Ребята, поднатужимся, то все пятое, десятое, промышленность, налоги, войска, разведданные, деньги и так далее. И они подставляют мощное плечо Украине. Украина тормозит фронт, получает кучу оружия, наносят там очень болезненные дальние удары по территории России и ставит Путина в положение, когда не может его армия двигаться на Донбассе. А в этом месяце она захватила наибольшее количество территорий с начала этого года за один месяц. Темпы увеличиваются. В динамике было сегодня такое сообщение. И тогда Трамп говорит, ну так вы же нормальные пацаны, с вами можно иметь дело. Си Цзиньпин говорит, ответили за базар. Путин говорит, ну так, конечно. И украинский народ говорит, так мы можем, оказывается, без Трампа. Мы можем не обращать внимания на позицию Китая. А нас европейцы и британцы совершенно реально поддерживают. Ребята, это одно дело. Или второй вариант. Они громко объявили, призвали ко всем переморальным ценностям, а реальной поддержки не хватило. Вооружения нет. Политическая, дипломатическая сила минимальна. Например, она не может серьезно повлиять на позицию Соединенных Штатов, Китая и Российской Федерации. Всерьез. И бюджета не дали. Давайте проголосуем среди наших зрителей, второе голосование устроим. Как вы думаете, какой вариант более вероятный? И второе, что? Чем это все закончится? Поэтому все очень просто. Если вы отлетевшие, летите. Жизнь вас поставит на место. Мы устали, говорят американцы. Так это не работает. Вы не слушаете ни одной нашей рекомендации. Мы слышим только оскорбления в ответ на то, что мы, внимание, публично декларировали. Закончить войну, прекратить бессмысленную гибель украинского народа и разрушение экономики дальнейшее, которое так развалено. Обеспечить Украину, поддержать Украину как независимую, суверенную, самостоятельную страну, способную обороняться от России. Это прямо декларировано. И недопущение второй войны. Прямо декларировано американцами. Не хватает. Вы хотите поиграть в другую. Более того, этот договор, который они предлагают, проект договора, не выгоден для России. Там есть пункты, которые не выгодны для России крайне. Если они сумели их договориться, их навязать Путину, это большая дипломатическая победа США. Например, вопросы совместной эксплуатации ЗАЭС. Например, буферная зона в Донецкой области, откуда украинские войска выходят, а российские не заходят. Россияне с этим пока не соглашаются. Но это же вопрос дипломатии, понимаете? Да? И так далее.
Смотрите, у клуба невменяшек в виде лидеров Украины и Европы с Британией есть поддержка. Клуб невменяшек в украинском сегменте Фейсбука в агрессивном меньшинстве, который пытается навязать свою волю уставшему, бесконечно уставшему от войны большинству. Агрессивное меньшинство само по себе ничего не стоит. В нормальном обществе это дешевые маргиналы, которые сидят на периферии, бомжуют там где-то и там, максимум там где-то обирают каких-то полуполитических мошенников. В нашем обществе они получили две рельсы, по которой они поехали. Первое – это поддержка центральной власти. И второе – то, что они сумели выставить боеспособные части более-менее, которые сыграли важную роль в войне. И так далее. И продолжают играть до некоторой степени. Но если бы не было поддержки властей этого сигнала, то они бы остались маргиналом. А теперь скажите, насколько политически, морально и с точки зрения международного права, цитируя президента Зеленского, верна ситуация, когда условно 65-80% украинцев больше всего хочет остановки войны, а 5-7 агрессивных процентов украинцев и те, кто их поддерживает центральной власти, боясь потерять власть и ответить за все, что создано в войне, и потерять способность грабить в дальнейшем, переизбравшись в том или ином виде либо в парламент, либо местные органы, либо на пост президента, продолжают эту войну удерживать не в пользу Украины, против решения украинского большинства, а исключительно из соображений личной безопасности. Зеленский мрачен на этой встрече, потому что он прекрасно понял, какую печать на него наложил Трамп, сказав, что я разочарован, что он даже не прочитал. Это политический смертный приговор. Проблема в том, что если американцы всерьез прикрутят сейчас помощь, фронт завалится ускоренными темпами. Арахамия или Юлия Владимировна не успеет прийти к власти и сказать, да это все Зеленский, а я подписываю. Зеленский будет персонально отвечать за завалившийся фронт. И последнее, на что он ставку делает, что мы наказываем Путина, наказываем россиян. Посмотрите, они тоннами, тысячами гибнут, как мухи, а мы, ого-го, еще стоим. Как бы, да? Этот аргумент будет выбит у него вообще ничего не останется. А теперь представьте, что туда еще сейчас выбрасываются очередные пленки, где уже Зеленский записан. Второй человек государства, Ермак, уже атакован и снят с должности. Выбрасывается на Зеленского. А после слов Трампа, что я разочарован, вероятность того, что новые пленки нам успешно распаковываются, 98%. Где уже будет Зеленский. Понимаете, да? Как же ему не нервничать и не закусывать губу? Он бежит к европейцам договариваться не об Украине, а о личных гарантиях безопасности в первую очередь. И ставит перед ним вопрос. Вы меня примете во Франции, если меня американцы потребуют выдать за кражу денег американских налогоплательщиков, когда я уже перестану быть президентом? А Макрон говорит, он к британцам, а вы? Ну, собственно, как бы ля-ля-ля. Он к немцам, а вы, немцы? Ну, ты понимаешь, какие у меня проблемы? 70% не одобряют мою деятельность как лидера федерального канцлера или главы коалиции. И все. Как вы думаете, будет ли Германия, Франция и США ценой чего? Отношений, вернее, и Германия ценой своих отношений с США не выдавать Зеленского в будущем, например, если американцы захотят его посадить за кражу американских денег. Поэтому он в панике. Смотрите, его личная безопасность напрямую зависит от поддержки внутри Украины, уровня легитимности. Оно было подорвано скандалом. Он отыгрался чем? Отыгрался двумя вещами. Тем, что он уволил Ермака, и тем, что он не сдает фронт, не сдает Донецкую область, и там вот, его поддерживает маргинальное большинство. Меньшинство, вернее, агрессивно. И с одной стороны на него нависает народ, который говорит, слушайте, останавливайте уже войну, ну задолбали реально. Вторые говорят, что ну как бы легитимность-то ваша после Миндича не очень. А как, у вас там еще какие-то пленки есть? И третье, что у него фронт сейчас посыпется без американской помощи, и будет выбита последняя кегля, на которую он опирался, на которой этот смешной карточный домик стоял. Потому что пока ты держишь фронт имеет успехи, россияне брут как мухи, ну что-то это еще аргумент. А когда это забрали, все, ты только коррупционер, который не остановил войну, чтобы бережа свою личную власть и без гарантии личной безопасности. Все, вот поэтому он сейчас губу закусывает, он скоро начнет прокусывать губу, понимаете, да, в прямом эфире. Но вариантов не осталось. Признаком его абсолютно нестандартного, давайте скажем, мягко, деликатного состояния являются ответы на, вопросы журналистов в аудиорежиме.
Это разрушение протокола. Так никто не делает, глава государства. Что такое на борту самолета отвечать или там где-то в поездке на аудиосообщение при его косноязычии? Зеленскому же хорошо говорит только когда написано. Или на телесуфлере все. Ты же можешь наболтать такого, они возьмут и выставят, там, даже если это там какой-то чатом хаус или там просто скажут, вот он мне сказал, это же совершенно законно, я же не монтировал, вот он мне реально это ответил. Там при желании можно такое намешать, но в нормальном состоянии никто бы такого не сделал. Я думаю, что там Миша Подоляк и Дима Литвин за голову сейчас хватаются, Андрей Борисович не может уже хвататься, он уже героически воюет на фронте, это видимо, и так далее. Вот расклад. Конечно, он будет в панике. Потому что Костлявая уже машет у него косой над ушком, и он слышит этот свист, как триумфальную музыку своего правления. Давай разрешите по работу предсказателя. Имя Зеленского и офиса в целом будет нарицательным именем как бы для коррупции в ближайшие несколько десятков лет. Вот оно войдет в пословицы и в анекдоты. Крали как при Зеленском, крал как Зеленский и так далее. Это только по коррупции. А то, как он огромную страну, это будет вообще отдельная страница. Он хотел попасть в учебник истории, он попадет, только не так, как он хотел. Я с вами, безусловно, согласен, ну, со своей стороны, да, как журналист, я прям, ну, я посмеиваюсь над этим, говорю, вот, технологии, там, техника дошла, аудиосообщения. На Но вы же самом деле, профессиональный журналист. Вот вы хотели бы, чтобы, как вы считаете, нормальный формат, когда президент страны аудиосообщениями в чате смотрите, отвечает? это нормальный формат, когда у тебя либеральная, мирная страна с развивающейся экономикой, это вот что-то новое. Но когда у тебя война, когда у тебя такой скандал, который не погашен до конца. Да, убрали Ермака, ну а где Ермак? Нет Ермака. Вот эта вся история с куклами Вуду, которые нашли. Многие, кстати, писали в комментариях, хотели поинтересоваться, что вы думаете по поводу этих сообщений. И вообще, Ермак похож на человека, который колдует? Смотрите, значит, все украинские лидеры во все времена были окружены набором тех, так как они называются на жаргоне, трахтибедохов. Трахтибедохов. Да, трахтибедохов, да. Эти трахтибедохи, они везде. Я напомню, что мы говорим про Ермака. Персональные астрологи, тарологи, выкатывальщики яиц, выжигатели огнем, куклы Вуда, иглы и прочее, прочее и так далее, фенечками обвешаны с ног до головы и прочее, прочее. Это там нормально. Более того, там, если этого нет, то считается ненормальным. Ты что-то с тобой не так. Поэтому то, что они нашли куклу Вуду, я как бы куклу кого только не написали, они нашли. А так было, это как бы это не страшно. Дело не в этом. Дело в том, что он делает эти аудиосообщения на разломе. В тяжелейшей личной позиции, тяжелейшей позиции для страны и для своих союзников, которым написали такую стратегию у нас безопасности, что некуда деваться. Нельзя осуществлять коммуникацию таким способом в этом самом. Потому что тут одно слово может все разрушить. Одно слово. Он должен быть выверенный, но более того, коммуникация осуществляется только вслед за реальными административными действиями. Таково правило коммуникации. Это то, что от нас всегда требовали в офисе. Вот сидим у Миши Подоляка, и обязательно на совещании по информационке всегда приходит установка. Вы нам откоммуницируете вот эту тему. Миша умный человек, и мы всегда вот так вот вытирали и говорили, ну как же вы, бляха, не поймете, что сначала действие, а потом коммуникационное сопровождение. Коммуникация не может заместить отсутствие реальных шагов. Невозможно заболтать тему. Это Стругацкий еще написали в «Обитаемом острове». Конечно, можно башни внушения или телемарафон использовать для того, чтобы внушать голодным людям, что они сытые, но так долго не продлится, они с ума сойдут. Понимаете, да? А править сумасшедшим народом удовольствие ниже среднего. Вот ровно то, что мы получили сейчас. Буквально. Получите и распишитесь. Как бы, все очень просто. Цитируя Бюллера, фюрер привел Германию к катастрофе, и я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу. Смотрите, вот по поводу этого одного слова, это ведь принципиально жестко и очень важно, да, выглядит. Говорит, значит, у меня
Ну, там одни цитируют его по этим же аудиосообщениям, насколько я понял, что у него там Буданов, у него Шмыгаль, Федоров, кто-то дописывает Кислицу, но кто-то говорит, что Буданов нет. Короче, он перечислил претендентов. То есть шла вторая неделя, вот началась вторая неделя, когда... Ну, это да. Ну, Это то есть... качество управления. У тебя нет главы твоего собственного офиса, то есть менеджера, который реализует твои решения, которые ты принимаешь. Это аппарат по реализации твоих решений. Как бы, да, и так далее. И ты 2 недели в критическом положении, международном, внутреннем, внешнем, военном, не можешь назначить себе главу Так он офиса. лично говорит, я боюсь, что посыпется то направление, откуда я заберу. Правильно. Это значит, нет кадрового резерва. Потому что в нормальном государстве у тебя на любую должность 5 заместителей, 5 претендентов, если ты правильно управляешь. А у него нет, он на ключевые должности заместителя. Говорит, посыпется. Но у меня всегда хочется спросить, а что там не сыпется при этих товарищах всех? Покажите их блестящие результаты, где они? Любого из этих претендентов. Как бы, да? Там и не прекращало сыпаться с самого начала. Но если у тебя нет на главу офиса, на человека, который аппаратно реализует все твои решения и вырабатывает для тебя, должен вырабатывать аналитику, юридически их проверять на состоятельность, организовывать все мероприятия тебя, твои как президента, у тебя нет лица, кроме как изъятия существующей административной либо силовой вертикали, оцени сам качество своего управления, так как ты администрировал эту страну. Вы знаете, как в армии говорят? Он там не служил. В армии говорят, это полковник Иваненко может отсутствовать, а командир бригады есть всегда. Вот если командир бригады полковник Иваненко, он может уехать, заболеть, жениться, развестись, все, что хочешь, он может там, да? Будучи вознесен на небо при жизни в золотой колеснице сияющей, командир бригады есть всегда. ИО его есть. Это Ермака может не быть в офисе, а глава офиса должен быть всегда. Где? Так а кто будет, как вы думаете? А какая нахрен разница? Слушай, это не имеет никакого значения, вообще никакого. Вы поймите, что происходит. Мы лишены поддержки Соединенных Штатов. На ней все и держалось, как на золотом гвозде. Европа и Британия не справятся с поддержкой. У них не хватает вооружения, военной техники, и с выделением денег у них все очень плохо. Посмотрите на конфискацию так называемых российских активов. У них нет согласия по этому счету. Нам остались считанные месяцы устойчивости, как что-то напоминающее государство. Считанные месяцы устойчивости. Потому что вопрос стоит уже о социальных выплатах. Зарплата военным и что? И Пенсии. пенсии пенсионерам. Вот и все. И это только пенсионеры способны это все взорвать, к чертовой матери. Добавьте отсутствие электричества, ложится экономика. Добавьте разрушаемые же последовательно железные дороги. Добавьте, что катастрофу на фронте, которая назревает стремительными темпами. Вот. И он говорит, знаете, я еще не знаю, кого назначить главой офиса. Это все равно, что хирург, вот лежит больной, у которого там, я не знаю, что аорта вскрыта, нужны немедленные действия и множественные ранения, да, поражения. А он так скальпель вертит, один в руке, другой говорит, я не знаю, какой выбрать. Может, на недельке решу. Там как бы, да. Или за зажимом послал кого-то купить, а он Да. еще не Это купленный. Да. Зеленский правит, не приходя в политическое сознание. Он должен сейчас предпринимать экстраординарные меры. Вы перейти в режим экстраординарного администрирования. Они как бы управляют государством. Мы выбираем главу офиса 2 недели. Возможно, через месяц мы примем решение о том, что повышение ответственности командиров или там еще что-то, какое-то военное решение. Вот. Мы там это самое. Вот Верховная Рада соберется после новогодних каникул и обязательно что-то и так далее, и так далее. Ну, камон. Вы видите, уже на уровне стиля управления и практических действий проступает их тотальная неадекватность тому, что происходит. А заметьте, они виновники, они до этого довели. И их стиля управленческих решений, которые принимают, стиля и качества. Это коллапс управления. Они не в адеквате. Понимаете? Не в адеквате. Это все равно, что машина, вот семья едет, машина с детьми летит в пропасть.
А отец поворачивается к теще и говорит: налейте, мамочка, налейте ко мне кофейку и передайте бутерброд. Он говорит: а ты вообще собираешься как-то рулем крутить, чтобы мы в пропасть не упали? Он говорит: так сейчас на следующей недельке делов-то. Сейчас бутерброд съем и обязательно покручу. Знаете, я хотел бы с вами обсудить, ну, пройтись по фронту традиционно. Но я хотел бы начать это с вот этого видео, на котором просто дед, еле передвигающийся на одном костыле. Ну, в общем, ему так и там помоложе пацаны говорят: дед, давай уже проходи. Мобилизованный. Он еле движется, видно, что он болен, видно, что по лицу видно, что он болен не только, он мало хоть, но он в учебке. Это вот человек из учебки. Понятно, что его никакие бригады не возьмут. Может, что-то будет сторожить, какой-нибудь склад когда-нибудь. Ну, аж не размобилизовывать же. Нам рассказывают о новых контрактах. Нам говорят о каких-то вот этих... Все хитрее. Была соответствующая статья в «Украинской правде». Мы ее сейчас подадим, усилим и добавим. Смотрите, вернее, выделим квинтэссенцию. Что происходит с ТЦК? Гребут всех вообще подряд. Среди них очень много больных и негодных. Никаким другим способом. Люди с опухолями, люди там с 4 степенью там, какой-то туберкулеза, со СПИДом, с раком и так далее, и так далее. Что происходит? Доходяги, наркоманы там и прочее, прочее. Пока он ходит по улице, это его проблемы. Когда его призвали, это проблемы вооруженных сил. Вооруженные силы обязаны обеспечить ему лечение. Выдать ему заработную плату. Вернее, денежное удовольствие. В армии нет заработной платы. Вещевое удовольствие. Все виды другого обеспечения. Выделить ему койко-место в госпитале. Представить ему персонал, который бы за ним ухаживать. Лечить. Проводить дорогостоящие операции и так далее, и так далее. Он и военные юристы защищают его права. Командиры всех степеней вынуждены это выполнять, иначе они становятся людьми, совершающими преступления против правил и порядка прохождения военной службы в военное время. Это от 8 до 13. Даже если без отягчающих катков. И так далее, и так далее. И вот они начинают весь этот контингент обслуживать. Теперь смотрите, 100 человек набрал ТЦК. Из них 5 почесали репу, пусть даже 15, и пошли воевать. Ну, раз уже так, то воюют. Такие истории тоже есть. 33, 34, 35 сбежали в СЗЧ сходу вообще. Остальные ограниченно годные. Половина из которых болеет, и которых армия начинает обслуживать. Платит им зарплату, что это бешеные деньги, безумные суммы. Эта мобилизация уничтожает армию. Она уничтожает не потому, что она бесчеловечна, моральна, хотя это тоже моральный дух подрывается, иначе бы не было бы разговора даже среди военных, что дайте нам разную форму. Нам, это ЦКшникам, чтобы, так сказать, отличаться. И даже дело не в том, что в ТЦК уже, на ТЦК работают банды, которые работают в гражданке, там, подряду, которые хватают людей, похищают, совершают группой лиц по предварительным сговорам, похищают граждан Украины, вот, с улицы и так далее. А потом говорят, это ТЦК. А дело в том, что они поставляют в эту фабрику материал, который ухудшает положение вооруженных сил. Не улучшает, а ухудшает. Это одна история. Теперь вторая история. Контракты 18-24. Вот у нас кто-то там отследил из журналистов 10 молодых людей или 11, которые призвались по вот этим контрактам. Из них никто не воюет, призвались весной. 4, по-моему, убиты, несколько тяжело раненых, и там еще как-то инвалидности, 5, 10. Это вот качество. Мои дальние знакомые в одну из бригад призывают 2 человек. Они через 4 дня, внимание, где там БЗВП, там базовая пехота и прочее, прочее, через 4 дня погибают в штурме при попытке отбить какой-то этот самый. Это не везде так, но это очень часто так. Они как раз были в хорошей физической форме, там 5-10, папы 2 детей, на секундочку. Теперь смотрите, папа 2 детей, как-то скрываясь, там, пытаясь там как-то отпетлять, честно зарабатывая деньги, содержит маму и 2 детей. Его забрали и через несколько дней убили. В бестолковом, абсолютно ненужном штурме. Потому что еще вопрос, как применяют всех этих людей. Это же отдельный разговор. И вот государство должно папу достать с поля боя, по идее, похоронить с воинскими почестями, оплатить похороны, значит, выдать вдове кого? Выплату 15 Гробовые, миллионов. да. Гробовые, там, да, пенсия, 5-10, налоги, льготы. Это тысячами происходит.
Десятками тысяч каждый год. Сколько бились за то, чтобы начали пропавшим без вести хоть что-то платить, они же сначала ничего не получали. И так далее, и так далее. Страшная социальная, человеческая, демографическая, политическая катастрофа. Ради чего? Это война за независимость по закону Украины. Да, это война за независимость. А что же угрожает независимости Украины? Как? Злой Путин? Могучие путинские орды, которые не сегодня-завтра ворвутся во Львов и возьмут Закарпатье? Или как? Которые Покровск, внимание, Покровск брали больше года. Ну, опять-таки, тут же силы, средства. Они могут угрожать чему? Независимости на отдельно взятой Константиновке? Ну да, наверное, могут угрожать. Не свободе и независимости Константиновки. Все Украины, они технически не способны поглотить. Понимаете, да? Ну, не способны они технически поглотить. Им дай бог взять Донецкую область. На нее, конечно, и возьмут такими темпами, но за сколько, как быстро и так далее, это очень большой вопрос. Так вот, даже при нынешнем катастрофическом положении сил обороны Украины, там производство в стране, транспорта, инфраструктуры и всего остального, но это нерешаемая задача. Трамп с вами не согласен. Трамп говорит, что Путин хотел бы всю Украину. Путин хочет всю Украину, я хочу весь земной шар, но хотеть и получить – это очень разные вещи. Ну, очень разные вещи, понимаете, да? Они технически не в состоянии обеспечить захват и удержание всей Украины. И никогда себе не ставили такой задачи. Она не решаема. Сила России в том, что они реалисты. Они с надрывом таким достаточно сильным поставили задачу 4 области и Крым. И пытаются ее выполнять изо всех сил. И как-то у них не очень едет, понимаете. Да? Едет, но медленнее, чем хотелось бы, с куда большими издержками. Какая нахрен вся Украина? Я поставлю вопрос, который мы ставили с вами в прошлой программе. Хорошо, вы отдали Донецкую область. У вас осталось 21% территории Украины. Вы потеряли. Ужас, ужас. 79% у вас осталось. Что вы с ним собираетесь делать? С этими 79%. Какую Украину вы собираетесь строить на них? Даже 79% – это крупнейшее государство Европы. С огромными запасами, с большим населением, с проблемами, но все еще с большим, с возможностью вернуть это население, с возможностью запустить промышленность, армию сохранить пристойную, там, развить и так далее, и прочее. Где, что вы собираетесь с ней делать? Вы же правильно говорят же, не в коня корм. Американцы говорят на все голоса, не в коня корм. Сколько вам не помогаю, вы не умеете распоряжаться этими средствами. Вы элементарно их тырите. А давайте ответим на этот вопрос. Что Зеленский собирается делать после войны, раз они, ну, я так понимаю, свято верят, что будет преемник, потом второй срок, или сразу второй срок. Ну, короче, собираются оставаться у власти. Они собираются сохранить пристойную фракцию в парламенте. Раз на большинство они уже не надеются, поставить преемника, либо переизбраться. Вот, и продолжать то же самое, что они продолжали. Расправиться над внутренними врагами, окончательно закрутить гайки. Выстроить такую себе Северную Корею в украинском варианте. Под лозунгами «мы должны ощетиниться, потому что проклятый Путин». При этом своровать на оборонке, своровать на строительстве укреплений, добить экономику. И вот столько, сколько это будет продолжаться, замечательно. И доить Запад на кредиты и помощь. Вот это все, что они собираются. Они ничего другого делать не умеют. И не собираются. Люди всегда делают то, что они умеют. Они делают то, что умеют. По фронту. Очень интересное сообщение поступают от российской стороны, что, ну, простите, как-то вот очень далеко. Давайте начнем с юга на север, вот в этом направлении. Да, очень далеко как-то вот в Гуляйполе если уже с юга на север, то присутствием необычной является необычайная активность российских войск в районе Херсона. Угу. Там резко подскочило качество и количество огневого поражения. Искандер применили по городу. Фабы, кабы летят, дроны летают и так далее, и так далее. В общем, там нечуванная активность вторые, по-моему, сутки уже. ТЭЦ разбомбили, да. Да, должна быть чем-то объяснена. Кроме поражения ТЭЦ, это еще вопрос, чего они так резко увеличили огневое поражение, к чему они готовят. Возможно, там будет какой-то движ
по Херсону. Почему? Это ключевая болезненная точка. Сразу российские вот эти мечты о Николаеве и Одессе приобретают как бы такой вес хоть какой-нибудь, да, и появляются аргументы и у российской стороны, и там у Запада. Смотрите, они вас сейчас вообще отрежут путь к морю. Любое движение в районе Херсона как бы помогает этому вес приобрести, этим словам, которые пока голословные, пока не началась там хоть серьезный военный движ. Возможно, они хотят его обозначить. Второе. Запорожская область. Запорожская область, да, взять Запорожье, это взять крупный областной центр, крупный промышленный центр, тем более, что его там брать, там 19 километров до него осталось, на разных участках от 19 до 25. Это прифронтовый город уже фактически. Выбить у нас кусок промышленности, производства, да, получить крупнейшую моральную победу, окончательно закрыть вопрос Запорожской АЭС, потому что куда ее достанешь уже, если Запорожье взяли с областью. Поэтому они сосредотачивают там усилия. Сегодня мелькала информация, что в Крым пошла дополнительные силы и средства российские, концентрация войск для того, чтобы, конечно, уйти на Запорожский фронт. Они же с Крыма не поедут на Харьковское направление, хотя и такое бывает. Теперь мы идем дальше. Это угол Запорожской и Днепропетровской. Бои за Гуляйполе, там немножко отыграли наши технические свои 300 метров. Но понятно, что это тактические вещи, которые не способны решить оперативно-тактическую задачу. Удержание Гуляйполя, она будет разрешена в какие-то сроки, возможно, очень длительные, но я думаю, что за российской стороной останется Гуляйполе так или иначе. Вообще сейчас прогнозировать очень легко. При таком положении с мобилизацией в Украине, а также с иностранной военной помощью, в данном случае американской, прогнозировать стало все очень легко. Надо просто сказать рано или поздно, и все станет на свои. Теперь мы идем что? Идем, стрелочки судьбы сходятся на Запорожье исторических часов, да, Запорожскую область. Теперь мы берем Донецкую область. Не знаю, сманеврировали ли там из Миргорода, это наши войска вывели, это информация, требующая уточнения. Покровск практически взят. Если мы там что-то удерживаем, 2 дома, там даже флагом машем, это не значит, что город удерживается нами. Это формальщина. От Донецкой области остался отгрызок. В Константиновке уже российские военные. В Доброполе вроде как замечены ДРГ. Такая информация мелькала. Доброполе, напоминаю, это строго на север, порядка 50 метров от Покровска, а там выше 60 километров Барвинково. А Барвинково – это последний железнодорожный узел, питающий Донбасс. И вообще, поезда уже не ходят до Краматорска и Славянска, правильно? Да. Уже вопрос со снабжением. Грунтовые дороги, зима, туда-сюда, 5-е, 10-е, все размокло, все разлипло. Ай-яй-яй, туманы нехорошо, российские дроны-ждуны сидят. Донецкая область перестала быть жилым районом. Это зона боевых действий. Жилым и промышленным районом экономическое значение она потеряла только как полоса обеспечения. Города, которые перемерят щебенку, где можно немножко повоевать, поддержать российские войска, понаносить им потери. Внимание, для чего? Оборона же должна иметь политическую цель. Недавно целый Залужный выпустил целую статью. Он говорит, армия будет уничтожать противника, а политическую цель этого уничтожения нам поставьте. До каких пор, когда, какими средствами, какому сроку, сколько вам надо, что удержать и так далее, чтобы были... А это самая сложная часть стратегии, между прочим, превращать военные задачи, чтобы они так выполняли, чтобы они переходили в политические, а политические превращать в военные. Это очень сложно. И каждое государство решает его по-своему в истории, и далеко не все удачно. Потому что это искусство, это даже не наука. А как вы отвечаете на вопрос, зачем? Очень просто. Зачем убивать много русских, которые идут в наступление? Много русских надо убивать для того, чтобы снизить потенциал к наступлению. И что сделать? Убавить их переговорные аппетиты, показав бесперспективность, например, взятия Донецкой области. Смотрите, когда мы говорим, мы не отдадим Донецкую область, моральная позиция до глубокой задницы здесь. Международное право, им можно подтереться, простите, перехожу на казарменный язык. Слова «мы не отдадим Донецкую область» имеют вес и значение только тогда, когда мы физически можем ее не отдать. Когда мы говорим, иди возьми. Они полгода бьются, не продвинулись, или продвинулись на километр, и мы на переговоры говорим, будете продолжать брать Донецкую область? Или все-таки попустимся, сделаем там буферную зону с бразильскими войсками, миротворцев. А когда у тебя Донецкую область берут темпами 350 квадратных километров в месяц, там, или в целом по фронту, а ты говоришь, мы не имеем морального права ее отдавать, эти слова ничего не значат. Северск, Ямполь. Северск, Ямполь. На окраине, наши же военные говорят, что на окраине Северска уже заходят россияне.
Лиман, Ямполь под, грубо говоря, огневым воздействием противника, под действие по краю, по периферии. Купинск. Там немного облегчилось положение наших войск. Мы там нанесли пару удачных действий, совершили. Но смысл в этом, как вам сказать, ситуативный. Опять же, все упирается в политические цели. От Волчанска россияне пробуют наступать, уничтожили дамбу, которая была одной из линий через водохранилище, одной из линий снабжения наших войск в этом отношении, да. И в целом российские войска, если говорить в целом, темпами, которые медленно, но ускоряются, решают свои задачи, которые поставило перед ним политическое руководство. Заметьте, у россиян все четко. Никаких целей захвата всей Украины в помине. Никакой цели разгрома Украины как государства. Они реалисты. В этом их сильная сторона. Они говорят 4 области и Крым. Все. Вот это политическая цель. Армия понимает, чем она занимается. А когда они зашли в Днепропетровскую область, которая не предполагала к захвату, не предполагалось, их спрашивает политическое руководство, например, а что вы делаете? Нас тут партнеры спрашивают, вы же сказали 4 области, и вдруг уже 5-ю берете. Они говорят, смотрите, это маневр фланговый для охвата украинской группировки, обороняющей Запорожье. И нам дешевле, и им дешевле. Потому что штурм в лоб, им бы дороже обошлось. Мы гуманные, скажут они. Мы так вот гуманизируем войну. И все. Политический Путин отвечает индийской журналистке: подождите секундочку. Мы что? Мы гуманизируем войну. Мы там действуем хирургическим методом. Могли бы по-другому разговаривать. И так далее. Но это мы оставим, насколько это правомочно технически. Я говорю, что у них есть четкая позиция военного и политического руководства. Они говорят синхронно. Путин же, почему позиция Путина сильна? Потому что он имеет возможность взять Донецкую область, чем технически, физически. Поэтому он говорит: друзья мои, все очень просто. Вот смотрите. Отдайте нам дипломатически, я тут же остановлю боевые действия. Ну, просто остановлю физически. По крайней мере, расклад пока таков. Это я обещаю. Под это выстраивается вся архитектура договоренностей. Ему говорят: нет, нельзя. Он говорит: я возьму ее физически. Окей, меня устраивает, я возьму ее физически. Что ты против этого возразишь? Что? Даже если сейчас ввести суперсанкции всех времен и народов, пока они подействуют, по инерции Донецкую область, скорее всего, возьмут. Теперь смотрите, у нас позиция, и у европейцев позиция. Мы говорим: не сметь брать нашу Донецкую область. Ай-яй-яй, как это аморально брать Донецкую область. Мы ее не отдадим. И это было бы все хорошо, если бы мы физически ее могли не отдать. Теперь у меня вопрос. Чего стоит вся эта ваша позиция, если, внимание, через 2 месяца или через год Путин физически возьмет всю Донецкую область? Он ее взял. Например, к 1 января 2027 года. Взял и все. Штык в землю поставил. Чего стоила ваша позиция чего-то там не отдавать? Вы ее не отдали? Нет, вы ее отдали. Вы отдали, просто потеряли несколько... В этом-то и расчет, чтоб не сдавать так, а вот с боями, ну хорошо, с потерями. боями, но все равно же потеряли. Что вы тогда говорите? Мы боролись. Мы боролись, хорошо, а он взял. Как теперь будет выглядеть мирное соглашение? Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, помните? Как будет выглядеть мирное соглашение? По линии разграничения вся Донецкая область остается за Российской Федерацией. Да. Теперь вопрос: 40 или 60 или 80 тысяч убитых солдат, которые мы потеряем на этом скачке. Это про что и для кого? Цена за независимость Украины. За какую независимость? Это цена за удержание Донецкой области. Всего лишь. А не за независимость Украины. Как всегда, оказывается, прав Арестович. Значит, прямо сейчас мы в прямом эфире. В общем, Трамп постит статью, Нью-Йорк Пост. Название статьи: «Импотентные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от сделки по Украине». Репост, как это, лайк и репост. Ну, чтобы всем было все понятно об отношениях одних с другим. Смотрите, я почему так, скажем так, поднимаю вот эти вопросы. Ну вот, мол, знают они, что делают. Есть четкое убеждение, что торгует Зеленский, единственное, чем может торговать, это только усилением мобилизации и, собственно, гнать как можно больше фаршу, скажем, мясо на фарш, да? Уникальная история, и вот здесь бы я хотел, чтобы мы подумали, это редко бывает, о будущем поколении.
Сегодня, значит, пронесся скандал, что вот в Львовском детском саду девочке Даше, она москворотая, поэтому к ней не пришел святый Николай. Где вот просто, понимаете, вот как и ПСО, все фейки, полезли искать в соцсетях эту женщину, которая сделала репост скрина с родительского чата. Не нашли. Значит, все фейк. Горсовет Львовский, мы проверили, вот, не знаю, полдня, да, вечера там, да, вот это все, мы проверили все львовские детсады. Не было такого. То есть нет, все равные. И москворотые, короче, тоже получили подарки. Блогер Алхим опять взялась за старое, сейчас тут понесется. Она их просто матом. Говорит, может, проблема вот в львовянах этих? Может, в этом проблема, а не в украинском языке и так далее? Смотрите, да, извините. И в финале, то есть я хотел бы присовокупить сюда еще один очень понятный жест, абсолютно всем понятный. Значит, Кишинев, ну, это место силы всей молодежи, да, ну, или кто может выехать. Там концерты в Кишиневе, и украинцы туда ездят. Это концерт Фейса. Значит, Фейс выступает, а в это время, значит, украинский парнишка берет свой паспорт, ID-карточку и выбрасывает к чертовой бабушке. Вы понимаете, что это, можно сказать, ну, понятно, маргинал какой-то на концерте. Нет! Он берет, оно ему не надо. Понимаете? У него, может, там другие есть, и он будет другое ценить. И паспорт, и гражданство, и все остальное. И к этому привели мы в раболепии перед Львовом. Смотрите, давайте расставим точки над «и». Самые адекватные украинцы, которых я знаю в отношении языкового вопроса, исторического вопроса, будущего Украины и так далее, все как на подбор львовяне. Львов тоже очень разный. Они уехали, наверное, там остались. Нет, они там прямо находятся. Львов очень-очень разный. Теперь вопрос. Мы не можем установить истинную долю маргинала в обществе. Вот мы говорим, условно, 5-7% радикалов удерживают в заложниках 85% всей остальной Украины. 95% там, да? И так далее. Ну вот, смотрите, это же ситуация, которая требует немедленного ответа. Мы по-хорошему должны сейчас установить долю тех, только всерьез, например, референдум проведя, кто за остановку войны и на каких условиях. Вот тогда можно было бы опираться. А теперь второй вопрос. Вот мы берем мовных радикалов, там, условно говоря. Людей, которые нарушают Уголовный кодекс и Конституцию Украины. Допустим, их 5. Но люди, которые умеренные, они говорят, ну что вы всех нас в фашисты записываете? Да, отдельные маргиналы ведут себя так, что вся российская пропаганда получает немедленное оправдание. Да? То есть работают против национальной безопасности Украины. Но их же 5 сумасшедших на всю страну, а вы прям в страну фашисты записали. Вот всякие Арестовичи и Шелесты. Тогда мы им задаем вопрос. Где реакция властей? На брутальное нарушение Конституции, буллинг детей, как в Белой Церкви недавно, как во Львове. И что? И нарушение конкретных статей Уголовного кодекса. У нас целый ДЗНД есть, Департамент захисту национальной державности СБУ. Он должен такими вещами заниматься. Реализовывать, так сказать, как действия, направленные против национальной безопасности Украины. Реакции властей нет. Власти заигрывают с агрессивным меньшинством, нарушая Конституцию, нарушая законы Украины, что является особо тяжким преступлением. Даже в мирное время, уже военное и так далее. Тогда мы понимаем, власти, если они ради того, чтобы не наказывать этих радикалов, не осуществлять правосудие, нарушают Конституцию, идут на такие крайние вещи, как нарушение Конституции Уголовного кодекса, значит, политический курс целиком направлен на поддержку борьбы с москворотами, 3-летними детьми в детских садах. Это же очевидная связка. Не надо заканчивать школу мышления Арестовича. Надо писать и читать, научиться, чтобы это понять. Но власти задаются вопросом, и агрессивное меньшинство, а чего вы, суки, не мобилизуетесь? А суки отвечают, а что нам мобилизоваться? За что я должен воевать? За то, что над моим 3-летним ребенком издеваются при полном поощрении властей, издеваются в детском саду?
Я должен сейчас пойти умереть в ближайшем штурме за это или как? Это очень простой вопрос. Если бы государство немедленно пресекало, если бы государство выполняло закон и Конституцию, и граждане видели, что работает государственная машина, пусть медленно, пусть недостатками, но она работает, что конкретные проявления антидействий, направленных против народа, начиная от налогообложения, заканчивая там бандитизмом, сеянием национальной розни и так далее, заканчиваются реакцией властей, то какая бы мысль была бы у гражданина? Государство свое, государство криво-косо, медленно, коррупционно, но заботится о нас. Государство нас защищает. Ну, вроде как по совести надо пойти защитить государство и всех нас. Есть что защищать. А когда украинец зажат между опасностью на фронте, российская машина надвигается, и опасностью изнутри страны, где он знает, что если он выскажет свою позицию, просто позицию, на него государство, на него налетят радикалы, там, маргиналы, а государство станет на их сторону, что ему защищать? Что? Поэтому 16-летние выбрасывают паспорта на концертах. Вот что ему? Просто ответьте на вопрос. Вот в комментариях у нас сидят люди, ну, пару десятков тысяч, да, может, чуть больше. Ответьте на вопрос, что ему в таком случае защищать. Это очень простой вопрос. На это отвечала Голда Меир и Маннергейм. По крайней мере, им приписывают слова, что прежде чем требовать от людей умереть за их государство, вы обеспечите такое государство, которое им захочется защищать. Ну, вам отвечают, что нет никаких государств, есть элиты с баблом, которые делят и убивают ради Ну, так а смерти. чего гражданин должен умирать за элиты с баблом? Вот Ну, скажите, и с какой стати? и самый популярный ответ – себя. Если бы элиты пришли и сказали, пацаны, ну так получилось, вы бедняки, а мы элиты. Но если сейчас нас завоюет некто, то и вам будет плохо, и нам. И конкретно объяснить, почему. Это что же надо суметь доказать, между прочим, что будет плохо, будет хуже. А поэтому давайте сделаем так, по-честному. Вы воюете, мы за вас тянем мазу по полной. Хорошо призываем, хорошо обучаем, хорошо снабжаем, выбиваем деньги международных партнеров. Там, я не знаю, как правильно командиров по вам подбираю, чтобы они вами правильно командовали, берегли ваши жизни. Немедленно отзываемся на все недостатки. Стремительно реформируем систему по первым же сигналам, которые это по анализу информации. Вот прямо совершенствуем вооруженные силы на каждом шагу. От шоколадки, которую вы в сухпайке имеете, до действий главнокомандующего по анализу информации, выбора целей и так далее. С партнеров не слазим живыми, чтобы они вам там вас правильно снабжали и так далее. Кроме этого, смотрите, какая интересная штука. Наши дети воюют вместе с вами. Вот это главный сигнал на самом деле. Это почему Советский Союз, при том, что кадровая армия сдалась в плен вся в первый год войны, 5,5 миллионов пленных – это вся кадровая армия сдалась в плен. Воевали мобилизованные и побеждали мобилизованные. Но поскольку дети всей элиты, оба сына Сталина ушли воевать, Сталин получил и элиты получили моральное право. Да, мы вас репрессировали, ГУЛАГ, Голодомор, 5-10, но, ребята, страшный враг, наши дети воюют вместе с вами. В соседних самолетах. У Микояна один сын сбит в 1942 году, второй довоевал до конца войны, тоже летчик. У Хрущева сын погиб, летчик. У Сталина Яша, младший сын, погиб на коленной проволоке этого самого. Отец отказался его менять. Я генерала на солдата не меняю, хотя он был старшим лейтенантом. Все, народ сразу понимает. Это же очень очевидная вещь. То есть дети элиты. Смотрите, Россию можно ругать сколько угодно, но в Первой Чеченской войне, по-моему, погибло 26 сыновей генералов российских. Не прятался никто. Не уезжал за границу, все честно воевали. И вот если бы они ушли, они имитировали, потому что у нас очень много артистов, очень много там знаковых людей, типа в армии, и ни разу не видели солдата, ни разу не видели передовую, ни разу не видели противника. И так далее. Агитационные бригады. Но и, понимаете, даже вот этого мостика нет. А далее это говорит, мы все боремся. Конечно, после войны вы останетесь бедняками, а мы будем ездить на Мерседесах. Но мы сделаем так, чтобы, первое, как бы мы поделимся. Во-вторых, выбьем из международного сообщества какие-то деньги, вас реабилитируем, будем всю жизнь лечить, пенсии платить, ваши дети в вузы будут поступать, за протезы будет каждый из нас лично заботиться, вот там одно министерство, вот там третье агентство и так далее, и так далее. Так это работает. Везде есть элита и народ, ну так получилось, мы элиты, вы народ. Но смотрите, мы же пашем на вас, мы же понимаем, что это общее хозяйство, его надо защитить и так далее. Ничего и близко не происходит. Так что защищать рядовому украинцу? Простите.
Кого? Россияне приедут и закопают Днепр? Черное море, да. Ну, снесут памятник Шевченко, что произойдет? Отменят украинский язык или как? У них в Москве до сих пор ты можешь пройти по бульвару Леси Украинки, свернуть, как на Ивана Франка, и выпить кофе на Киевском вокзале. И государственный язык в Крыму украинский. Вопрос, как это выполняется, но формально же, бляха, украинский, крымско-татарский и русский. Понимаете, да? И у них есть аргументы. Мы можем набирать статистику и говорить, что на самом деле там никто не говорит. Но они же говорят, так, извините, никто не говорит, люди не желают. А в Конституции это прописано. А давайте вот там очередная перепалка в ООН будет сейчас. Они скажут, вы наших детей забираете в корейские лагеря, и там что? Военизируете и заставляете говорить на русском языке. Была такая информация. А россияне скажут, а вы наших детей русскоязычных, точнее не наших, а ваших детей русскоязычных, булите в детских садах и не дарите им подарки от Святого Николая. Так может лучше ему украинскому ребенку в корейском лагере, может там ему хоть там подарок подарят, понимаете? Ну, да? или сиротинушек отправляют в Турцию, все получают медали, а потом приезжают Вот оно как, беременными. Михалыч, понимаете? Да. Поэтому, когда рассказывают про российское ИПСО, разложившее тыл, там, подорвавшее доверие к ТЦК и так далее, как это все плохо и ужасно, есть очень простой ответ. Нормально делай, нормально будет. Я 1000 раз говорил, еще раз повторю, ни одно ИПСО не способно справиться, если реальные действия практически воплощают собой справедливость. Вот и все. Да, друзья, подведем итоги нашего опроса. Очень много ваших вопросов, все не поместятся, но будем стараться в режиме Блиц, конечно же. Значит, дойдет ли до катастрофы? 12% нет, в последний момент вырулят, все уступят. 28% уже дошло, просто сейчас делают вид, что все нормально. И 30% да, тогда война и закончится. Вот на катастрофа и закончится. Или 30%, что все идет по плану, тихо и сапой. Короче, разнобой. Да? Люди по-разному оценивают катастрофу, потому что для каждого катастрофа своя. Не выработаны критерии катастрофы, да. Каждый считает катастрофой своей. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Алексей Николаевич, вопросов много, но давайте. И вообще, знаете, мы вам очень благодарны за то, что вы все равно пишете, за то, что вы стучитесь в эфир, за то, что вы, собственно, дискутируете, да и просто пишите хорошие и добрые слова. Спасибо большое всем за хорошие и добрые слова. Хотел там, знаете, с вами пошутить, Алексей Николаевич, сколько стоят ваши санкции, да, кто из конкурентов мог заказать. Знаете, я очень благодарен за санкции и за то, что я вылетел из офиса в январе 23 года. Представьте, что я там остался бы до сих пор. То я же на всю жизнь получил бы клеймо, я бы же был ассоциирован с ними навсегда. Хай Бог милует, и он, видимо, помиловал. Видимо, да. Ну, это по поводу скороход, что там конкурентов заказать, сколько стоит, 250 тысяч в этом смысле. Данилова надо спрашивать. Он же там ратовал за санкции мне больше всех. Хухря. Когда про него пленочки выкинут, ну, я думаю, что... Хухря, видимо, у него там. Ну, да, так, все станет на свое место. Значит, поехали. Вопросы. Значит, почему сама Украина это больше Галиция, чем новороссийская идентичность? Ведь численно, как минимум, половина населения – это солянка народа со всей бывшей империи. Плюс Юго-Восток экономически являлся донором. Проблема не в том, что Юго-Восток, солянка, Новороссия, где армяне, сербы там и прочее, греки. Проблема в том, что настоящая натуральная, пасконная, кондовая, коренная Украина тоже задавлена абсолютно. Я вам сильно рекомендую беседы Данилы Яневского с академиком Толочко Алексеем. 2 коренных украинца. 2 выдающихся украинца. Яневский не кто-нибудь, а ведущий специалист по вызвольным змаганням. То есть, по истории ОУН, УПА там, и так далее, и так далее. Записной западенец, дальше некуда. Толочко гигант, сын академика и сам академик, как бы, да, историк и прочее. Вот они там ведут беседы, где показывают, что пьемонтская вот эта вот условная галицийская идентичность, которую нам навязали, хотя мы уже выясняли, что Галиция тоже бывает разная, была навязана всей остальной Украине и подавила не свободный народ Донбасса и не Одессу, а в первую очередь натуральную коренную Украину от Полтавы до Черкас. Они показывают, что Украина первая разная, второе разнообразная, третье, что огромное количество политической, идеологической мысли было, но все свелось бляха к Донцову, который сам из Мелитополя, на секундочку, и ко всем, и Шухевичу с Бандерой. Угу.
на огромную разнообразную страну. Они показывают, Донецкий, как Еневский, как специалист показывает, насколько это крайне маргинальное учение. И то, что одному симпатичному представителю одного симпатичного южного народа из Кривого Рога и диакону Московской церкви Порошенко, русскоязычному быту, захотелось поиграть в армию Мовы Виру, потому что они поняли, что политтехнологически ставка на агрессивное большинство дает в изломанной, поломанной, искалеченной, обманутой, обдуренной стране непосредственную политическую выгоду, даже ценой проедания будущего страны. Эти два преступника, Порошенко и Зеленский, это преступника исторических перед украинским народом. Это не означает, что как бы они поймали за бороду историческую правду. Она совершенно другая. Более того, я вам страшные вещи скажу. Галиция другая, Львов другой, иммиграция другая. Один из выдающихся деятелей украинской иммиграции, слова по-русски не знавший, живший в Канаде, написал на независимость Украины. Он предупреждал, что атаки на русский язык кончатся гражданской или внешней войной в Украине. Что категорически нельзя это делать. Коренной львовянин в третьем поколении, иммигрант, ненавидящий Советский Союз и так далее, и так далее. Он говорил, Украина огромна, многообразна, разнообразна, и ее надо сохранять, это разнообразие. Это залог гражданского и внешнего мира. Ни в коем случае он категорически выступал против наезда на русский язык. И таких было не один и не два. Мы просто не знаем своей собственной истории, свое собственное разнообразие и не слушаем. Потому что недобросовестные, нечистоплотные политики подняли на знамена тех, кто в конце концов всегда заканчивает расстрелами детей. Их пока только булят, потому что времени не хватило. Но, как говорил один мой знакомый, как табуретку не выбивай, все равно национал-социализм получается в итоге. Понимаете, да? Вот и все. Благодетель пишет, значит, длиннющий текст, буду сокращать. В общем, Украина для ЕС, дешевый ЧВК, готовый драться за мифы НАТО и ЕС и права человека. И все. Не потому в Брюсселе сидят коварные масоны, а потому что геополитика так устроена. Страна может быть инструментом давления на соперника, она им и будет. Сильная независимая Украина ЕС не нужна вообще, потому что независимая Украина начнет заигрывать с глобальным югом, торговаться, диктовать какие-то условия. И в этот момент инструмент превратится, собственно... Это чистая правда, но... Вот, смотрите, суть вопроса. Значит, ЕС не нужна свободная, богатая, самостоятельная, им нужна именно антироссия. Когда вы, Алексей, говорите, что ЕС якобы не станет финансировать странный режим после войны, возникает простой вопрос. А чем они занимались все эти годы до и во время войны? Они выращивали этот проект, вкачивая десятки миллиардов. Инструмент работает. Зачем от него отказываться? Не-не-не, вы плохо понимаете ЕС. Выращивали левые глобалисты, сидящие в администрации, грубо говоря, в Байдена. Вот. И европейцы очень поздно в это все впряглись. Они впряглись уже после начала войны. Они сообразили, оказывается. Вы же поймите, в отличие от вас, извините, я общался очень плотно с европейцами в трехсторонней контактной группе, в нормандском формате и даже потом в стамбульском. И так далее. И они тогда еще не были залихватскими парнями, решившими использовать нас против Путина, вырастить Украину как антироссию и так далее, и так далее. Они позднее сообразили, что это очень выгодно для них. Уже в 23-м или 24-м году где-то так. До этого это занималась нормальная администрация Байдена с его товарищами, левыми глобалистами ЕС. Всегда были престижные. Что касается... Они идут на подхвате, у них нет самостоятельной игры в этом отношении. А теперь смотрите. Все это правда в чистом виде. Более того, сейчас в личных беседах они так и говорят. Да, мы вас используем как сдерживатель России, как дешевая ЧВК. Но те из них, кто нам сочувствует, и прямо называют это трагедией, хотя продолжают реализовывать эту политику в интересах своих народов и всего объединения в целом, они говорят, а зачем вы на это согласились? Вы же понимаете, что если бы не согласились, мы не смогли бы вас использовать. Даже вот смотрите, вот очень сильно дать все деньги и все оружие, а человек говорит, я не буду воевать. Деньги возьму, я воевать не буду. И все, и ты уже не можешь его использовать как ЧВК. Зачем вы согласились быть ЧВК? Так, рано или поздно придется искать деньги для дыры в бюджете. Возникает вопрос, кто будет оплачивать нейтралитет? Украина будет слаба, зачем платить за нейтралитет, если можно платить за или про российскую Украину, или про Евросоюз? Вот поэтому и надо выстраивать отношения с глобальным югом, потому что в ЕС нам не удалось и не удастся. В России в объятия вы же не захотите побежать, скорее всего, восстанавливать нормальные экономические отношения, там, экономические зоны общие и так далее. Это зачеркнуто на ближайшее время, к сожалению.
Вот. Ну, остается глобальный юг. Американцы, администрация Трампа сказала, так давайте мы вам пошлины отменим на 10 лет. Это же гораздо лучше, чем ну, там 100 ракет или даже 1000 ракет. Но наши, они же не мыслят в таких категориях. Наши вожди. Алексей, кто будет воевать за Прибалтику, если Америка на Европу все скидывает? Европейцы и будут воевать. Степень успеха я даже сейчас обсуждать не хочу, но они будут воевать, потому что ну, в противном случае рушится НАТО или рушится ЕС. Как это самое? А они бенефициары и НАТО, и ЕС. Это значит, если не воевать, это остаться без чего? Без стейков. Поэтому европейская бюрократия, лидеры многих европейских стран дадут команду воевать, и они будут воевать. Вы серьезно думаете, что будет война? Они будут воевать. Они очень сомневаются. Страны Балтии, эти вот здесь сидят, они не хотят за них воевать. Но если нападут на страны Балтии, они будут воевать. Буквально будут. Давайте сейчас в стороне о степени успешности этого. У меня свое мнение на этот счет. Но как бы воевать будут 100%. В противном случае рушится система, бенефициарами, которым они выступают. Ломается механизм образования их личного дохода. Экономического, политического, социального, исторического. Какого хотите. Какой дурак на это пойдет. Это катастрофа. Будут воевать. Катастрофа худшая, чем война. Да, переносимся в сообщество YouTube. Фатима, ПТСР – это проблема. Сколько времени и как надо будет выводить солдат из этого состояния? Долго, нудно, и в Украине совершенно нет средств для того, чтобы с этим расправиться. Но я могу сказать, что у государства, у которого есть будущее, общество раны, в том числе психологически, заживают в 4 раза быстрее. А если будущего нет, то они умножаются на 10 и доламывают последнюю спину верблюда. Последнего верблюда. Поэтому вопрос, какое будущее мы будем строить для Украины после войны. Если это будет будущее светлое, дающее надежду, то ПТСР будет очень быстро как бы таять. Если нет, то будет приобретать все более уродливые, гротескные, опасные формы. Только усугубляться. Так, значит, вот из клуба вот такой вопрос. Вопрос для Алексея от Виктора. Некоторые медийные персоны, например, такие как Невзоров, Яковенко, утверждают, что вся сущность России в агрессивной экспансионистской политике, и она всегда будет такой, если не распадется. В то же время перед нами есть пример корейского народа, который за несколько десятилетий одновременно показал выдающийся успех Южной Кореи и тоталитаризм КНДР. По вашему мнению, Россия обречена на ту или иную форму шовинизма, или все будет зависеть исключительно от политики будущей власти? Хорошо. А в 1815 году, когда российские войска, контингент российских войск ограниченный был во Франции, почему они вывели войска? Победители Наполеона могли оставаться. Если они хотели экспансионистской политики и так далее. Почему в 1848 году, когда было подавление венгерского восстания, польского восстания и так далее, зашел контингент, задавил венгерское восстание и вышел оттуда? Почему не потребовали себе и не оставили хороший кусок? Как это так? Эти проклятые экспансионистские эти самые. Почему они земли Китая уступают, если они такие экспансионистские, со страшной силой? Вопрос. Андрей, Алексей Николаевич, вы что-нибудь слышали о новой стратегической концепции США под названием «энергетическая сверхдержава»? Нет, это часть концепции, которая предполагает резкое усиление производства электроэнергии всеми доступными способами, в первую очередь для того, чтобы обеспечивать растущие потребности и генерации искусственного интеллекта и работы его. Он же требует бешеных энергетических ресурсов для этого. А поскольку у них сделана ставка на ИИ как технологический прорыв БД обеспечения конкуренции, ну, то есть это центр государственной политики Соединенных Штатов. Трамп недавно соответствующий план подписал. То нужно очень много энергии. Поэтому, конечно, они хотят стать энергетической сверхдержавой и уже сейчас очень сильно отстают от Китая. Им надо этот разрыв компенсировать, а желательно обогнать.
Так, добрый вечер. Вопрос. Алексей, как вы считаете, не появилась ли в нашем мире странная, страшная тенденция? Вот Зеленский 1,5 года назад подписал какие-то гарантии безопасности с Францией, Германией и так далее и тому подобное. А С колесил... 28 государствами, как они сказали. Да, колесил весь мир, и все трясли этими переможными бумагами, которые так толком никто и не видел. И вот он апогей. Уже Трамп президент, и теперь он подписывает уже 351-й мирный договор, и теперь у меня такой к вам вопрос. Не только теперь про грядущий мирный договор, а вообще про весь мир. Не оказались ли мы в ситуации, как в том фантастическом фильме «Не смотри наверх», и тогда все будет хорошо? Давно оказались. Я с этого начал, и я всю линию проводил сегодняшней программы, что есть реалисты в политике, а есть идеалисты в политике. Я сам идеалист, я за идеалистов. Но только на одном условии, если эти идеалы могут быть чем-то обеспечены. Если я говорю не отдам, а у меня нет физических сил, или я не хочу делиться, или давать свои силы, чтобы удержать Донецкую область, то не отдавать ее на словах можно сколько угодно. Понимаете, когда Франция, Британия и немцы говорят, мы не отдадим ни пяди территории Украины, так нельзя. И я жду французский, британский и немецкий контингент, который помогает это не отдавать. Или хотя бы Таурусы нам переданы, понимаете, даже вопрос, который не может решиться 4 года. Так нет же ничего. А на словах можно не отдавать сколько хочешь. Ну, это балаболы, понимаете? Да, Их недаром Трамп назвал же, ну, они не вменяшки с точки зрения Трампа того же. Трамп говорит, вот реал политики, я предлагаю совершенно реальную сделку. Целью этой сделки является обеспечение независимости и самостоятельности Украины. Уже выйдите из этой долбанной Донецкой области, там же нет ни жилья, ничего, ни экономики, ничего. Полоса просто. Мы введем туда контингенты какие-то, а вам начнем активно помогать строить разумную, нормальную страну, в том числе с сильной армией, которая может предотвратить второе столкновение. Вот же план американский. Нет, мы не отдадим. Ну хорошо, вы отдадите ее, потеряв еще 80 тысяч человек убитыми, разрушив окончательно все эти города и так далее, сделав непригодными производство. Где эвакуация, кстати, заводов? нет, вот Точного производства, да, из у меня Краматорска. просто, у меня просто предки, ну, там, шахтеры, да, дед был по материнской линии шахтером, и вот я смотрел на эти кадры сердца, и я представляю, как у мужиков сердце разрывалось. Это вот добропольское направление, и там на северо-запад шахта есть. И они берут и вырубают рубильники, гасят свет после себя, говорят, все. И там Давайте так. похороны, Да, я понимаю. шахты. Это у всех очень сильно болит. Но Краматорский завод уникальный, например. Он производит вещи для космоса, которые ни в одной стране мира не производят. Это уже не восстановить, к сожалению. Теперь вопрос. Вот я, и он не один такой, старый Краматорск. Ну, короче. Так вот, как мы называем людей, которые говорят много красивых слов и не делают ничего для того, чтобы хотя бы там 10% обеспечить Ну, этих слов? балаболы. Ну вот. Вот вам, пожалуйста, вот вам оценка американской стороной лидеров Европы и Украины. Да, просто А балаболы. как мы назовем тех, кто еще на этом все ворует и расплачивается за свои бабки жизнями своих граждан? И, более того, будущим своих граждан. Если бы эти жизни укладывались ради светлого будущего, ну, страшная цена, но еще куда ни шло. А когда это для беспросветного будущего укладывается, для еще более худшего будущего, то для чего? Вот так каждому украинскому солдату сейчас заглянуть в глаза и сказать, брат, спасибо тебе или сестра, что ты защищаешь Украину. А теперь скажи мне, как ты относишься к буллингу 3-летних детей в детском саду? Ты за это воюешь? Так, следующий вопрос. Он скажет, нет, не за это. А за что? Как ты к этому относишься? У тебя есть голос по этому поводу? Не спрашивают его. Что ты нам скажешь на эту тему? Нет мнения военных на этот счет. Почему-то они не спешат выступить в социальных сетях, там, вступиться, рассказать, что я не за это воюю, что я А, против. А то голос армии у нас есть, но он почему-то по очень специфическим вопросам. Там, где речь идет, как это, военные, которые себе, мягко говоря, пытаются сделать имя на войне. Как бы, да? Да, они любят выступать по вопросу там, убийства ТЦКшника, по правам мгм. военных. Мы вернемся, наведем порядок, вы нам всем должны и так далее. А по ключевым вопросам, которые должны возмутить любого человека в форме и с оружием, как бы детей в его тылу обижают, детей, которых он защищает, почему-то голосов не слышно. Интересно. Как так? Ну, еще там говорят, надо эти
оружие разрешить применять Оружие, ТЦКшникам. оружие надо, чтобы убить еще папу этого ребенка, да, еще где-то в тылу, чтобы вот на самом, чтобы потом было там и так далее. Это те, кто хочет власти военных. Вот украинцы, они хотят, очень многие еще до сих пор заблуждаются и хотят головой в штангу приехать еще раз. Вот они очень хотят власти военных. Ну, вот, видимо, надо дать прийти к власти военных. Годика на полтора-два, чтобы украинцы уже и это похавали полной ложкой. Возможно, тогда помнятся, но и тут нельзя как бы 100% положиться, потому что нация демонстрирует удивительные приключения со своим сознанием, невиданное в этой истории все еще. Так, Алексей Николаевич, как вы относитесь и согласны ли вы с такими, в кавычках, предсказаниями? Израиль сольют, в Украине война закончится в следующем году, Трамп и Путин поделят Европу, США и Китай будут воевать. Спасибо за ответ. А кому сольют Израиль? Ну, арабам, наверное. Как? Палестину создадут. Израиль, ну так и что, это же слив Израиля. Ну, или Иран победит, там, разбомбит все. Как он победит и как он все разбомбит? Если 98% целей сбивается, летящих на Израиль, 99 даже. Израиль победить, это как это надо как бы опять же, балаболить можно сколько угодно. Про Новый Иерусалим и так далее. Это же физически надо уметь осуществить. Это сложно. Израиль-то сам себя обеспечивает вооружением и военной техникой. И армия у него сверхмотивированная, и общество. Они будут драться до конца. Ты задолбешься их с ними воевать, их стирать и сливать. А вот мы только балаболим. А когда речь идет о том, что, ну вот смотрите, ну, все хотят не отдавать, или многие хотят не отдавать Донецкую область. Когда это говорит человек с оружием в руках Донецкой области, я говорю, окей, я не согласен, но я его уважаю. Человек говорит, да, я здесь с оружием, моя позиция не отдавать, а я воюю здесь, чтобы не отдать. Но когда это говорит любой человек, который не имеет никакого отношения к Донецкой области и не спешит там оказаться, ну как это квалифицировать? Так вот, израильтяне не похожи на этих. Они-то будут стоять за свою маленькую израильскую область до конца. Это, поди, их там еще... Значит, в следующем году закончится в Украине война? Да никто не знает, на самом деле. Ну, я думаю, что она закончится в исторические сроки, потому что мы просто не вытянем ее. Если Штаты всерьез перекроют кран, а судя по всему, перекроют, ну, как бы все очень просто. Смотрите, это уже закончить ее очень просто. Нужно дождаться крупной катастрофы на фронте. Ну, какой-то. Да? Нужно или хотя бы физического взятия Донецкой области. А темпы могут очень сильно ускориться при отсутствии американской помощи и неспособности европейцев ее компенсировать, и при том, что творится у нас с призывом и при всем остальном, то тогда, ну хорошо, вот уже Донецкая область вся под Россией. Что дальше воевать? Встанет вопрос. Раз. Во-вторых, еще проще вариант сейчас выкинуть пленки на Зеленского, чтобы его народ снес просто. Ну, или парламент был вынужден занять позицию, импичмент объявить, потому что иначе нельзя. Вот. А потом Юлия Арахамия или некто X в Рио президента может спокойно подписывать, и на нем не будет никакой вины. Потому что он скажет, так это же я, это Зеленский довел, я вас спасаю. Что фронт прорван, они сейчас дойдут до Киева. До Днепра, не знаю, вы всерьез этого хотите? Я вас спасаю этой подписью. И будет же спаситель. Поэтому все упирается в отставку Зеленского, на самом деле. А уж технически ее обеспечить не так сложно. Вопрос, пойдут ли американцы на этот шаг. Но, судя по заявлениям Трампа, он меня очень сильно расстроил. Меня разочаровал, шансы очень велики. Трамп и Путин поделят Европу. Не поделят они никакую Европу. Как ее поделить? Ну, как ее поделить? Американцы захватят все по линии ГДР, ПНР и ЧССР, а россияне захватят этот самый. Технически невозможно. Что значит поделят Европу? Ну и США, Китай будут воевать. США и Китай могут воевать, но и что это меняет? Ну, повоевали. Єлизавета Лук'янова спрашиває, що має зробити держава та народ, щоб повернути награбоване поточним керівництвом держави? Як зробити, щоб вся ця шайка не втекла за кордон і не залишилася без покарання? Смотрите, даже если они убегут за кордон, их всегда можно оттуда достать, вернуть, финмониторинг устроить, деньги проследить и так далее. Было бы желание. Вот. Это желание определяется кем? Тем, кто им давал эти деньги, и хочет ли он расследовать. А они всегда смотрят не на деньги, а на политическую целесообразность. Деньги они всегда допечатают. Когда сукины сыны творили для Запада правильные вещи, им даже людоедство прощали.
не только не только сворованные деньги. Или волей народа Украины. Скажите, народ Украины имеет голос? Он на что-то реально влияет? Ну, смотрите, Ну, так, народ только гражданский не по-честному. имеет. Военный, мы только что говорили с вами, не имеет. А кто Ну, вообще в Украине имеет никто не имеет. голос? Давайте честно скажем, мы построили державу, в которой происходящее определяет 5-6 эффективных менеджеров. Все, это честно. Вот и все. Поэтому они могут делать, что хотят. И они делают, что хотят. А вот сможет ли народ спросить с этих 5-6 менеджеров, это зависит от того, каких менеджеров они выберут взамен, какие условия их поставят. Так, Знаете, мне сказали, я разговаривал с одним Мгм. интересным европейским политическим лидером, таким, который глубокий противник миграции, в том числе миграции украинцев. Он говорит, нет, мы готовы их принимать и принимаем. Я первый, кто их принять на время войны, а когда война закончится, пусть уезжают. Я говорю, а почему ты против? Это же белые христиане, которые приехали, вот 5-10. Он говорит, смотри, это белые христиане, очень хорошо. Они приносят ко мне в общество, которое провело 5 революций, бесчисленные гражданские войны, там пролило огромное количество жертв борьбы, приносят затхлый опыт политической неудачи и коррупции. Они говорят, эти люди не борются за свои права. Они не выходят на митинги. Они голосуют за кого попало. Они не отстаивают свои реальные права. Мгновенные сотни тысяч демонстраций не охватывают Украину даже в мирное время, когда власти что-то делают не так. Нет спроса, нет независимых СМИ. Никто всерьез не задает вопросы. Парламентского контроля нет. Они приносят сюда опыт неудач политических. Они отравляют мое общество. А еще притаскивают коррупцию. Начинают пытаться решить, передернуть и так далее. Они мне здесь не нужны. Я не хочу подсаживать ядовитые элементы в мое в целом здоровое общество, он говорит. Поэтому я категорически противник миграции из Украины. Вы неудачники политические. Я не хочу иметь здесь людей, просравших свою страну, он говорит. Потому что они научат и нас просрать свою страну. Я говорю, так ты же элита, ты же там политик, лидер крупной партии, устойчивый и так далее. Он говорит, да. И как ответственная элита я не хочу таких людей здесь. Не хочу. Научитесь бороться за свое у себя в стране, и мы будем рады вас встречать гостями. Разумно. Серьезный вопрос для эфира. Очевидно, что Валерий Залужный и Кирилл Буданов будут выдвигаться кандидатами в президенты под протекцией Англии. Если кто-то из них придет к власти, перехватит эстафету Зеленского и продолжит войну, то народ все равно же захочет мира и остановки боевых действий. Вопрос. Алексей, можете ли вы дать слово офицера, что вы не протеже Англии и не будете кандидатом в президенты под протекцией короны? Я не кандидат от Англии. Более того, я вообще не собираюсь на этом сроке никуда баллотироваться. Ни в парламент, ни даже в областную раду, ни даже в район, ни даже президента. Услышьте меня. Я дождусь отстоя пены. Вам надо еще один урок получить, друзья мои. Еще один круг пройти. Он будет маленький, возможно, не такой длинный, не 7 лет. Но обязательно, судя по общему настроению, как бы, да, еще не все у шишки, еще верят в военных, как политических лидеров. Ну, хорошо, покушайте. Есть и другое мнение. Согласно опросам, военные, все эти, как это, кандидаты дутые, а военных очень недолюбливает тоже общество, и кандидатов их не видят. Мы не знаем. Правда в том, что нет реальной информации, выборы покажут. Но если вы выберете не военных, а центром станет, например, парламент, новый расклад политических сил, гражданские партии, которые создадут какое-то правительство, ну, замечательно, посмотрим, какую страну они будут строить. Куда спешить? У солдата вечность впереди. Ее Это да. со старостью не путай. Ну, хорошо, допустим, военные не пришли и начали более-менее строить нормальную страну. Но если мне будет хотеться, и я буду чувствовать необходимость, через электоральный цикл еще раз попробуем. Почему нет в нормально организованной стране? А если и они то как бы, возможно, приедем спасать, возможно, не приедем. Смотря какой общественный запрос. Я чутко реагирую, друзья мои, на ваше настроение. И когда вы скажете, Алексей, надо, я обязательно приду. Но пока я все еще шпион, Мгм. я все еще агент ФСБ, я все еще под санкциями, я все еще сбежавший подполковник, мне вообще нельзя регистрироваться в ЦИКе.
Так чего же вы от меня хотите, друзья? Алексей Савич вопрос задает. Алексей говорит, что украинцы бегут к государству. Но ведь Украина построена самими украинцами, и украинцы, получается, таким образом бегут от самих себя, от украинской мортальности. Получается, что проблема не в президенте, не в ТЦК, а в самом народе. Но если в такие сферы уходить, то я вам скажу страшную вещь. Политический лидер является символическим, а часто и буквальным отражением того уровня сознания, которое целиком есть у его народа. Ну, если по массе распределить. Понятно, что в народе там Гаусяна, от гениев и лауреатов Нобелевской премии до как это, пациентов сумасшедшего дома. Но в целом политический лидер отражает. Вот Зеленский – это состояние сознания украинского народа на 19-й год. Его чаяние и надежды, вложенные в Зеленского. Как бы все политические элиты, политическое устройство – это набор этих чаяний, состояния сознания. Поэтому бороться надо за состояние сознания народа. На самом деле, иногда через страдания доходит, иногда не доходит даже через страдания. Это тяжелый, серьезный путь. Я немало сделал для того, чтобы улучшить состояние сознания народа. Делал и делаю. И для этого не надо иметь политическую должность, заметьте, друзья мои. Это можно делать и вот так, и другими способами. Поэтому я свою долю работы делаю. Главное, чтобы все остальные украинцы ее сделали. Спросите, Саша, пожалуйста, у Алексея, почему он не рассказывает, как в начале войны заходили денежки в страну и распределялись офисом президента. Он же видел, знает. Зачем молчит? Не видел и не знаю. Это раз. А во-вторых, я в прошлой передаче вам сказал, что палетами заходили. И палетами разгребались. Как бы, ну, вы следите за моим творчеством, пожалуйста, в развитии, а не только отдельно. В прошлую передачу возьмите, я говорил, палетами, физически лопатами их грузили в сумки и растаскивали эти деньги. И все время войны. Начиная с 22-го, заканчивая еще в 24-м, все это происходило, насколько я знаю. Я помню, как Алексей говорил, Марина пишет, что после начала войны Зеленский перестал играть президента и на его глазах превратился в настоящего президента. А все эпитеты тогда были положительные. Но в прошлом эфире с вами он сказал, что увидел, как Зеленский на его словах на 9-й день войны превратился в чудовище. Зачем Алексей так хвалил его в прошлом и что случилось именно на 9-й день войны? На 9-й день войны он принял ряд решений, после которых я понял, таких кадровых, после которых я понял, что речь идет о том, чтобы, первое, сохранить коррупционную систему, второе, вся тяжесть войны переложить на иностранцев, доить их на деньги и оружие, как бы, да, и продолжать тихонечко грабить под этой самой войной. Ну, во-первых, у меня были определенные сомнения. Во-вторых, вы представьте, в какой обстановке мы действовали тогда. Это все могло проявиться в тенденциях. Мне сильно было не до этого, честно говоря. Не до тенденции. Я давал по 100 включений в сутки. 55 дней подряд. Еще пресса, 100. которая Пресса, бумажная. до 100 студентов. А это же, кроме этого, у меня было и другими вещами, которыми я занимался. Не будем уточнять. Понимаете, да, помимо этого всего. Поэтому я наблюдал, как и все, за его эволюцией, за его динамикой. Мне хотелось верить в лучшее. Я занимался тем, что удерживал там веру народа в победу, как бы, да, и так далее. Не давал провалиться людям в истерику, как бы, да, и прочее. Работал на информационном и не только фронте. У меня было чем заниматься. Но даже если он переродился, это я сейчас, оценивая задним числом, понимаю, что что-то не так. А тогда на это я посмотрел, подумал, ну, может, частная ошибка. Может, ну, заложил он с этими 3 назначенцами, там, а дальше там, как бы, еще и так далее. Это мне все стало ясно где-то вот к ноябрю 22-го. Потому что я видел, что Путин принял 5-6 стратегических решений, а Зеленский их не принимает, фундаментальных, которые тогда уже показали, что мы эту войну проиграем, скорее всего. Так, подождите, тогда был вообще какой-то подъем. И второе, нет, подъема не было. И второе, ноябрь 22 года. 22 уже не было. Я уже публично, находясь в офисе, начал вступаться за церковь, которую начали преследовать. Ну я имею в виду подъем военный, что мы же освободили там подъем военный, да, Херсон освободили, ведь Харьковская операция была, и уже были передергивания с акулой, съевшего российского туриста, с трупами российских солдат. Напоминаю, что я был в офисе и активно, на пике своей славы, влияния, и я активно с этим боролся уже тогда. По церкви наши позиции вообще начали с офисом расходиться и послужили одной из главных причин, почему они со мной попрощались. Что я публично, будучи в передачу Фейгина, который всегда занимал, мягко говоря, крайние позиции, в том числе в отношении церкви, я уже вступался за нее. Можете поднять и посмотреть. Поэтому по мере того, как я понимал, я немедленно это вам выдавал. Вы не сможете меня упрекнуть в том, что я что-то понимал и не говорил.
Я всегда, как только понимаю, сразу и говорю. С этого я имею свою долю неприятностей. Но я всегда говорю. А если упрекнуть меня в том, что я быстро не понимал, друзья мои, вы столько сейчас не понимаете. Но я же вас не упрекаю. Я вам сочувствую, пытаюсь объяснить, как бы, да, помогаю вам понять. Вместо того, чтобы говорить, козлы, ничего вы не понимаете, дураки и так далее. Так, поехали в чатике буквально немножко. Значит, да, спасибо, благодарят Алексея. Вопрос Алексею от Владислава. Значит, если Европа, Штаты ушли, Европа тоже внутри зажимают, как вы думаете, может ли Зеленский сделать ход конем, как вы говорили когда-то, в Москву и договор? Нет, его не примут. Уже все. Все, он приговорен. Да, в Москве это без вариантов. Россияне очень гибкие, они могли бы пойти на такой трюк. Но первое, они его спросят, что они спросят, а ты вот этот переворот сможешь реально обеспечить, поворот в сторону России? А что он может сейчас уже реально обеспечить? Ничего. Поэтому никто с ним не будет говорить. Если бы он мог, как Кадыров, например, в свое время, технически сейчас рассуждаем, не морально, а технически обеспечить, что разворот Чеченской республики или Ичкерии и так далее в сторону Москвы, ну да, ты можешь реально обеспечить, и за тобой стоит реальная сила, такое зона влияния, можно говорить. Это человек, который говорил, что я в 16 лет убил первого русского. Герой России, на секундочку. Россияне очень гибкие, но для этого ты должен иметь реальную силу. За тобой кто-то должен стоять. Ну, кто сейчас стоит за Зеленским, кто будет выполнять его приказы, тем более такие на разворот на 180. Очень просит Юрий комментарий по делу Скороход. Подстава или она была в связке? Ну, какая подстава? Ну, как вы представляете, вот НАБУ, СБУ и кто там, нацполиция совместно занимаются подставой? Это десятки людей, которые с друг другом в очень сложных отношениях, как правило. И про это знают сотни людей. Даже если операция совсекретная, бумаги ходят, все совещаются и так далее. Все молчат, но все знают. Пресса. Кто-то хочет слиться, кто-то хочет посидеть начальника, кто-то хочет там, я не знаю, что, вырваться в дамки, кто-то хочет заработать на откате. Как вы думаете, ну вы всерьез верите, что три таких разных ведомства, которые живут как кошка с собакой у нас? Напоминаю, что НАБУ у нас преследует СБУшников, а СБУшники НАБУ взяли, собрались и организовали подставу несчастный скороход. О чем вы говорите? Ну, то есть она в связке. Ну, конечно, все скину. Вообще, конечно, это... Не, ну это докажет у нас суд, бла-бла-бла, но все ж понятно на самом деле. Нет, я просто к тому, что вроде такие вот оппозиционные, они все равно полезные, Да, там, денежку приносят. на них клейма негде ставить на всех, на этих оппозиционных. Я просто об этом. Значит, вопрос... Напоминаю, что это Соросня. Соросня у нас что? Отвечала за безопасность энергетики. Ну как, вы сильно довольны ее результатом? Нет, она же не Соросня. Ну, Как не Скороход. Соросня? А кто? Скороход мажоритарщица по Ну, Киевской мажоритарщица, области. в какой она фракции, простите? Она сейчас в доверии, а была со Ну, слугами. ну, со слугами, да. Ну, Ну, это, ну, проходила хорошо. это ж с Ну, Поляковым хорошо. там. Это я, может, ее перепутал с кем-то, но, условно говоря, это молодая депутатская поросль, там приличных людей раз-два обчелся. Они есть, но их мало. Мгм. Значит, будет ли Арахамия договороспособен, если... Я скажу так, если у нас Пипа задержала подростка из Одессы, не уведомив родителей, с помощью полиции, совершив набор чехчайших преступлений, и ей сошло с рук, то что бы Скороход не попробовать раздеть на санкции бизнесмена? Это же чай не 17-летний подросток. Им же сходит все с рук. Как бы, да, ну, что нет? Ну, и не села же. Ну, имеется в виду, что... Не просто не сила, она продолжает свою бурную деятельность, бороться с своим и так далее, 17-летними детьми. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Какие люди в военкомат вы хотите в ТЦ добровольцев после этого? Родители этого 17-летнего пацана, папа его должен пойти воевать за Украину или как? Или он сам уже, ему уже не 17, должен пойти завоевать? Если его народный депутат незаконно задержал, угрожал, удерживал без уведомления родителей. Это похищение ребенка вообще-то, ребята. На секундочку. Но часть из вас гикала, часть из вас одобряла, а теперь она требует, чтобы эти люди, чтобы другие люди, которые это не одобряли, шли за вас воевать. Пардон, так не работает. Можно очень хотеть, чтобы оно так работало, но оно не работает, оно не взлетает просто. Вот и все.
Так, давайте в ваш чат заглянем тоже. Скажите, пожалуйста, кто будет отвечать за те жертвы, которых столько людей Европа сотворила Да. с экономикой? Посадят ли политиков там? Там не посадят, а здесь будут отвечать те, кто так, как вы сумеете с них спросить. Тут мне... Хотя в Европе садят. У нас же арестовали бывшего комиссара по иностранным делам, Могерини, да, все за откаты какие-то опять. Смотрите, Европа садит. Вот мы ее ругаем, а она садит своих высших чиновников. Это высшие чиновники, еврокомиссар вообще-то высшие. Это как ЦК КПСС было в свое время в Евросоюзе. Невозможная величина. Посадили. Второй под подозрением. Мгм. Значит, кстати, очень хороший вопрос, я как-то выпустил, но мы, правда, вот о таком, но это тоже стоит внимания нашего эфира. Оцените, пожалуйста, и вынесите вердикт, просит пользователь, по ситуации с Коломойским сегодня. Да, я как раз хотел сказать. Видите, он только объявил какое-то очень важное сообщение. Это момент, когда Зеленский в Лондоне. Сообщение могло сотрясти основы. И машина поломалась. Не смогли доставить. Так. А теперь вопрос. А как вы так администрируете страну, что у вас не нашлось машины для дела, как вы говорите, про украденное у государства и у народа 4,5 миллиарда долларов? Вы этого функционера не можете в суд доставить. Ну, что вы там собрались удержать и реформировать, скажите? Они же не понимают, как это звучит. Зеленский говорит, я в Лондоне, говорит, я удержу Донецкую область, не отдам. А ему журналисты по-хорошему, они почему с журналистами не стали общаться? Потому что нормальный журналист задал бы им вопрос, если вы машину не можете найти важнейшего свидетеля и спонсора вашей избирательной кампании, с которым вы потом поссорились, доставить в суд. Что вы там собрались удерживать? Каким образом? На такси доставьте. С Ну, охраной. это, конечно, ну просто. На велосипедах привезите. То есть, смотрите, На руках принесите. В смотрите, паланкине. то есть Да. отступление из кармана Мирнограда, а этого же вы помните, всегда же во время важных визитов куда-нибудь Зеленского все сыпят хорошими новостями, несмотря на то, что задница на фронте. Отступление можно, там, пускай дают информацию во время там, сегодняшнего Лондона, завтрашнего Брюсселя. А то, что Коломойский бы сказал, нельзя, омрачит. Вот по возвращению пускай тут уже говорит. Ну, давайте поставим вопрос шире. А вообще, почему человек не может сделать заявление для прессы, даже в следственном изоляторе находясь? Он же не осужден, да. Он гражданин Украины, всего лишь подозреваемый. А это раз. А во-вторых, а где решение суда нет? А где у нас сказано, что заявление для прессы не может сделать даже осужденный человек? Вы признаны преступником, отбывающим наказание. Где у нас такое положение, что преступник не может сделать, лицо, отбывающее наказание, не может сделать заявление для прессы? Так, ну давайте вот на хорошей ноте завершим сегодняшний эфир. Здравствуйте, Алексей. Как вы считаете, как новая власть в Украине сможет урегулировать вопрос ненависти ко всему русскому, что укоренилось у большинства украинцев? Вопрос из Москвы. Спасибо вам большое за эфир. У большинства украинцев не укоренилась ненависть к русскому. Это небольшая кучка маргиналов, а сила их в том, что их, точнее, неизвестна нам по размеру кучка маргиналов, сила их в том, что Зеленский и Порошенко сознательно их поддерживали. Поставили всю мощь государства на поддержку этих маргиналов. Вот поэтому оно оборачивается тем, что в заложники взяты граждане Украины и украиноговорящие, которые за нормальную национальную политику вменяемую, и русскоговорящие тем более и так далее. И Украина выглядит дикарями на международной арене все больше и больше, нарушая положение ЕС, в которое они хотят вступить в первую очередь. Например, да, тоже такое действие предельно логично. Новая власть, смотря кто это будет. Если придут маргиналы, которые за продолжение войны, они будут продолжать закручивать эти гайки, скорее всего. Если придет там парламент широкий, центристский, там будет баланс интересов, и они откатят, скорее всего. Вернутся к нормальному положению, к нормальной практике. Но насколько им это удастся, и захотят они это сделать, это широкий вопрос. Это большая проблема. И пока не видно, как она решается. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний эфир. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Берегите себя и друг друга.